It's a very important one here for VP, taking the player lead again, and with the side being open and the Cleanup crew coming in 10 seconds. And an extra player will make such a big difference as Kakao now goes down. Long range fight with WTG, but Ferlax in the flank takes down one, looks for a second, sees one as well. But Stranger Pink takes out FMAX as he was on towards his side. VP tried to force the issue, but made a mistake by doing so. Now a 2-on-2. I believe Stranger Pink to his right saw a blue. Здорово, ребят. Здорово всем. Здорово. Здорово, отец. Magic is trying to play on top, looking for the player who's now hiding a little bit, but he gets followed out. Magic should maybe also go down himself, and that will go to Stranger Pink. Gamer Legion now with a strong lead, 4-2, and seems as if VP is just being outrun, outgunned, outpositioned at all times. Арену нет, пока никому не дали. После турнира будут давать. Вроде как. Yeah, he checked the bus, but actually Stranger Pink went outside and then moved back in again just when the Cleanup crew was moving in. Доступ начнут давать после турнира. Не знаю. Вопрос, дадут, не дадут, хз. Пересмотрел вчерашний, как тип в колючке застрял, проорался. Есть такое, да. Так, короче, ребят, план такой. Так, я вроде оповещение раскидал везде. Сидим, пукаем, финал арены посмотрим, Virtus против геймеров, Геймер Легиона. Вот, здорово, Максивац. И будем надеяться, что после турика нам дадут арену, и мы арену пойдем катать. Как бы как-то так. Так, сейчас надо сделать. You can attempt to actually go and get some kills, but you need to isolate them. As soon as they know where you are, they are just going to be rushing you with every single member that's still left alive. So if Stranger Pink finds himself a safe spot to hide in, and just let them hope that Бак получается. Эйл, здорово, братиш, здорово. Спасибо за 2 месяца, бабочки. Держи кулачок. Так, сейчас я вебку подниму, чтобы она не мешалась. Только надо сцену дублировать. Any more to Gamer Legion, they'd be in a world of trouble. FMX though just peeking in, getting the frags, luckily for his team, able to convert it flawlessly. Nate not alive, but on the ground, waiting for another player to be picked up. And it's something that we've seen in previous maps as well. Sometimes it's just better to have one of your aggressive players. Все вроде так по красоте, да, чатик? Have the nade on towards a secondary player. They already explode. They deal no damage whatsoever. Оставим так пока. And that means Gamer Legion and VP currently still have to bring the gun game, and Hard instantly does. It might be like I know the lineup, don't worry. I mean the game's just out, right? А чатик, а Геймер Легион это что за тима, вы не в курсе? Ну, кто это? Что за флаг? Или там солянка какая-то? Глаза. Голова, глаза, здорово, здорово. Держи кулачок, бро. Голова, глаза сегодня на арене будет. Не, по КС команда я знаю, что у них есть. Именно в Таркове-то кто это в состав там входит? По КС-то понятно есть. Они играют Best of 5, короче, до 3 побед получается. То есть, получается, в маппуле вообще все карты сейчас будут играться, скорее всего. Потому что всего 5 карт как раз на арене сейчас. Вот, и это первая пока карта. Терминал, или как она называется. Или терминал-то с самолетом. Ну, короче, торговый центр этот. Не знаю, как карта называется. Ставлю правое яйцо, что ее перенесут. Да не должны ничего переносить. Буянов уже пообещал вчера. Раз он уже такие обещания дает, прям на турике, то, скорее всего, там все норм готово уже. Возможно, будут какие-то затупы, там серваки упадут или еще что-нибудь. Такое может быть, но должны начать давать. 100%, я думаю.
Блин, вот этот пресет с VSS, мне кажется, вообще имба для арены. VSS от бедра бреет вообще знатно, и у него и лазер есть. Там единственный минус, что там... А, этот пресет без ушей еще. 20 патронов магазины. Это минус. Я думаю, все норм будет. Если они, реально дадут только там некоторым людям, не всем, то вряд ли что-то падать будет. Они же и для этого и волнами их, сказали, будут давать, чтобы серваки не падали. Здорово, радарщик. Комментатор? Не комментатор, я просто с вами сижу, смотрю. Доступ? Нет, не дали. Доступ дадут... Доступ дадут... Короче. После турика должны давать доступ. Ожидайте начала тестирования, то же самое у меня. Такой радар и не такой. Такой. Ромка, привет. Ютубчик, здорово, ребят. Блин, ребят, когда вы уже про PUBG забудете? Ну вот серьезно. Каждый день на ютубе одно и то же, блин. Когда PUBG. Забудьте уже про него, пожалуйста. Сколько можно? Вам самим-то PUBG не надоел еще за столько лет? За кого болеть для приличия хочу? Ну, за наших, конечно. ВП это наши, пацаны. Ребята. Magic Card это чисто тарковчане, а вот остальная троица, я так понял, это типы, которые раньше в Радугу играли за Virtus.pro. И они потом ушли в Тарков задротить, и вот сейчас типа стак собрали. Болеем за ВП, конечно. Ну так начинали смотреть на ютубе, когда PUBG стримили, ностальгия. Ну так это ностальгия, но, блин, каждый стрим писать, когда PUBG, это уже это не ностальгия, нифига. С какой стороны ВП? Там все русские, насколько я знаю. Just trying to hold it off because Virtus.pro does have that advantage, and we've seen the cleanup crew coming quite often. Doesn't really work out all the time. Kakao being banged up pretty badly. A triple bleed and a fracture. Блин, не все на таком еще фове каком-то маленьком играют. На арене это пипец, мне кажется, как решает. Или это интересно на спектаторах такой фов? Может, здесь не отображается фов игроков, какой у них стоит? Насколько хватит арены, мне кажется, когда вайп бахнет, сели внутрь, пойдут плиты чекать на дачу. Не, может быть. Не знаю, посмотрим. Когда турик, это вот первая карта, Best of 5 играют. Пока что первая карта финала. Катать будешь или турик смотреть? А как что катать? Арену нельзя пока катать, нету арены. Арену после турика будут раздавать. Так что пока сидим. Ну, финал посмотрим, охота посмотреть. Беспортивный тащерский фов. Ну, блин, на арене как будто бы... Ну, это все, конечно, на любителя. Just hold on and get in towards a more aggressive angle. WTG now with the nade on towards Codex. Magic taking down that ace. Suddenly two kills coming in favor of Virtus.pro, and that means Gamer Legion. А что было? Я не понял. Хае под ноги кинул и... Что это было сейчас? Или я что-то в глаза долблюсь? Он кинул Хае себе под ноги, что-то постоял и убежал? Или это баг какой-то спектатора был? Что это такое еще было? Все, чел умер. С левого пика выходит, его уже ждут, это смерть стопроцентная. И он еще выходил чуть ли не на капсе, прям медленно, это вообще смерть стопроцентная. Когда тут задроты такие играют. Вообще ошибка так.
выходить было. Турнир здорово, еще здорово. не вышедшей игре. Понимаю, пахнет киберспортом. Кибершпротом. Донжан, спасибо, бро. Привет. Кибершпротом пахнет. Коля, привет. Как считает время спектатора, нужна здесь обводка челиков как КС? Конечно, нужна, и карта нужна, потому что нифига непонятно, что происходит. Ты смотришь и просто, ну, не понимаешь вообще, не вдупляешь, где кто вообще, что, почем. Тут еще все так быстро, динамично, не как в КС. И ты просто вообще ничего даже понять не успеваешь. И чел, который на спектаторе сидит, он тоже не может нормально включить камеру, потому что он не видит картины, что сейчас произойдет. И он щелкает туда-сюда просто, и получается фигня. X-Ray и миникарта, по-любому все это надо здесь. 100%. Еще вернулся Пикчи, там на арене чел лежал в дырку, смотрел надпись «Киберспорт EFT». В смысле, граффити там было, что ли, какое-то? Надпись типа или что? Еще плюс, видите, мы карту толком не знаем. То есть понятно, что она какая-то квадратная, но вот чё чел смотрит, куда смотрит, тоже не понимаешь, пока не поиграешь. То есть карта непонятная, неизвестная. Ля-ля ползут. Но если чел сейчас слева выйдет, он отлетит опять. Этого типа сейчас должны убивать, я думаю. Ни хрена. Чел там уснул немножко, по-моему. На райт-пик не среагировал вообще даже. Ну пока ровненько идут, 5-5. Так, все, таймер закончился, захват флага появился. На этой карте чат вы, кстати, не знаете, она как будто бы какая-то маленькая. Тут один флаг или два? А теперь не сиповка, киберспорт. Челы просто на турике сидят и лежат, как в той же радуге, и в дырки смотрят. А, ну так это, ну, это похожее на самом деле на радугу. Просто в радуге намного больше всяких этих примочек, всякие гранаты, там стены ломать можно, прострелы и прочее. То есть, ну, радуга, она более такая задротная, а тут просто в пиксели надо стрелять и все. В пиксели смотреть. Мне не нравится единственное, надеюсь, это они в будущем сделают. То, что вот они делают игру, делают киберспорт, делают пресеты, ты не можешь настроить. То есть ты по пресетам должен играть турики, грубо говоря. А у тебя в пресетах дерьмовые прицелы стоят, которые либо вот точка такая на полэкрана жирная, либо она плавает вот так, что ты никого вообще не убьешь. То есть вот эта фигня, ну, раздражает. Как будто бы все прицелы должны быть нормальные, раз они такое делают. И надеюсь, они в будущем это до них дойдет, и они сделают все прицелы нормальные. Чтобы они не плавали там, четкие, чтобы были. Ну, чтобы можно было реально с любым прицелом играть. Потому что вот этот рандом в пресетах, еще и прицелы беспонтовые. Мне кажется, я на арене вообще просто от бедра буду стрелять все. Буду пушку с лазером брать и стрелять от бедра. Что эти прицелы конченые, стрелять в них это забей вообще. Оп-оп, распрызжечки пошли. Надо как колде какие-то 5 обвесов условных, но выбираешь их сам. Ну, хрен его знает. В целом с пресетами тоже нормальная тема. Видишь, еще непонятно, какие там им на выбор даются пресеты. Они же явно не из всех выбирают. Какие там имбовые, там в рысях у них нет этих пресетов. То есть они какие-то средние пресеты только могут как будто бы выбирать. Ну, в ВСС есть лазер, да. ВСС вообще, говорю, имба выглядит на арене. Единственный его минус — это 20 патронов и то, что наушников нету у этого. Ну, тут как будто бы наушников вообще редкость. Хотя вот это с ушами вроде.
Осечки не знаю, не знаю. Вчера об этом тоже спрашивали, я не знаю, будут ли клины на арене. Ну как будто бы это нужно убрать с арены. Опять, смотри, по этому лонгу постоянно ползают типы, короче. Ну, пресеты норм тема, просто их надо играбельными сделать. Ладно, у тебя пушка дерьмо, но, блин, хотя бы прицел бы нормальный заиметь. Ой, четко вышел вообще чел с левого пика. Хотя бы, чтоб, ну, ты нормально мог попадать. А не чтоб прицелы ужасные эти стояли. Там стратки, один с ушами раздает инфу. Мне кажется, там такая каша-малаша из звуков, потому что куча народу, постоянно звуки, там ты даже, ну, стоишь ты в центре и слышишь там, у тебя твои же справа, слева типы топают, то есть, ну, ты даже не поймешь, мне кажется, толком. Тут звук даже не особо решает, мне кажется, потому что все по таймингам просто занимают позицию и все, потом контролят ее. Смотрите, тут как будто бы одна точка на этой карте, да? По центру просто. Да, вот, я об этом говорю, там просто балаган из шагов, там ничего не поймешь. Где свой, где чужой. Ну, бесполезно инфу поэтому давать. Здесь одна на РП-ке и стадионе 2. Понял. No, does not, but it does tell him, all right, that corner is going to be clear. We do not have to worry about that. Might actually allow one of his teammates to. 2 на 2, мне кажется, зайдет, карту бы побольше, чтобы двигались смелее. Да не, куда больше. Больше не надо. Надо просто... Не такую простреливаемую карту, она вся дырявая просто. Нужно более коридорную карту какую-то, мне кажется. Алексей, я был тогда на стриме, видел? Немножко смотрел. There is definitely a big chance that the cleanup crew is going to come in and decide this round. Такого уровня? Не, когда вот типы именно сидят, потеют, ну, такое интереснее смотреть. Понятно, чем просто шоу-матч, когда все просто бегают, как дурачки по всей карте. Ну, там обычный дет-матч, там неинтересно смотреть. А когда вот типы... Это сейчас решающий раунд, если что. 4 в 5. Сейчас они просто все потеют до последнего. Сейчас кто выигрывает, тот выигрывает карту. 4 в 4. Сейчас и те, и другие прям максимально потеют. Сюда. От кровотока умер. Вот сейчас смотрите, сейчас флаг тоже никто не захватывает. Сейчас все будут холдить, выйдут боты опять. 3 в 3. О, Хардуля один остался. Все, сейчас те просто либо ботов будут ждать. Да, все, сейчас на харда сагрились уже боты. Все. Тупо пачка ботов на харда выбежала и без шансов вообще. Ба-ба-пам. Even at the advantage until 3, suddenly kills come in for the side of Gamer Legion. He saw there on that final person, right? The cleanup crew comes in, he's panicked, going into the burst, sees 3 players move in from Gamer Legion's side, and it's just shut down. На заводе? Да не, завод точно не интереснее, ты прикалываешься. Какой завод? Завод — это вообще АФК-тема для кепок. Мне вот эта тема с ботами вообще не нравится. Ну, на самом деле. Потому что, ну, реально казино просто, когда боты выходят, на кого они сагрятся, то те, считай, проиграли уже. Зачем там боты? Ну, типа группа зачистки в конце вылезает. Вначале дается время просто, чтобы, ну, время на раунд, кто кого убьет. Если не убивают, захват точки появляется. Если точку не захватывают за это время и не убивают друг друга, вылазят боты, которые вот, типа, движуху наводят, чтобы катка закончилась.
То есть вышли бы боты, но видите просто как получилось. Хард сидит в позиции, челы о нем даже, возможно, не знают. Выходит просто ему в ухо несколько рейдеров. Он начинает менять позицию и выходит просто на 3 типов. А то есть было бы, допустим, по-другому. Сидит Хард в позиции, в хорошей. И боты выходят в тех типов и начинают долбить легионов, например. И тут можно просто 1 в 3 даже убить всех. Потому что у тех типов просто сумбур начнется. Они начнут там рейдеров убегать, убегать от них. И в этот момент их можно просто подловить и всех убить. То есть, ну, тема с ботами вообще не кул, на самом деле. Рандом чисто какой-то. Будет возможность самому создавать свой игровой набор? Нет, по-моему. Вчера как раз ГЛ от ботов страдали. Ну, такая вот фигня, да. Видишь, тут как бы нету такого, что атаки обороны и то, что время заканчивается, атака проигрывает, например. То есть здесь такого нету, здесь все как бы равны и... Ну, просто все сидят. То есть, ну, как-то... Нету, видишь, в игре мотивации, чтобы челы куда-то шли. Все сидят. И поэтому постоянно до ботов доходит вот эта история. А нужно что-то сделать так, чтобы, ну, была мотивация у челов именно файтиться, а не то, что их боты в спину грызут. Команда Харда? Нет, они проиграли только первую Баты карту. тогда должны агриться на тех, у кого больше в теме живых. Потому что анишники фуфлыжные не могут втроем запушить одного. Андрюх, ну, возможно. Не, мне кажется, эту тему с ботами либо уберут, либо как-то ее пофиксят, ну, потому что это тупость реально какая-то. Ну, то есть это как бы не киберспорт, как будто бы ни хрена. Тема с ботами мне вообще не нравится. Бу, с дорогой здравствуй, Спасибо, Андрей. как у тебя дела? Кондуктор, здорово. Как Держи у вас кулачок. там погода? Да нормально, снежочка немножко навалило, так. И не холодно, и не жарко. Нормально в целом. Спасибо, бро. Нормальная погода. Да, там помимо ботов еще радиация начинает дамажить тоже, все начинают хилиться и прочее. Вот как будто бы надо просто радиацию оставить, да, и ботов вообще убрать. Просто пускай челов начинает дамажить, и все, уже кипиш будет начинаться. Хил-то не бесконечный, как бы, и уже... Типа аптечки там всякие... ЕТГшки, вот это отбалансить в наборах, в пресетах, и как будто бы просто радиацию какую-нибудь оставить, чтобы все умирать начинали потихоньку. Потому что, ну, боты это кринж. Вот, типа, Хард умер, просто вышел на 3 типов. На аптечках будут досиживать, ну пускай, типа, что, ну хоть что-то. Кто-то хилится, кто-то в этот момент решил запушить, ну. Просто придется уже что-то делать, понимаете? Уже не посидишь просто так, потому что просто сдохнешь. Только вопрос именно вот в балансе аптечек, потому что у кого-то, допустим, будет Салева, а у кого-то Аишка, и все. И считайте, один тот пересидит просто, грубо говоря. Все медицину в одного скинут. Ну, такое тоже, кстати, может быть. И начнется как в пабге, когда чел за зоной хилился. И выиграл турик вообще. Giving the players from VP those individual gunfights, allowing them to clutch. This time, whenever they have that man advantage, they don't lose it. They try and stay as strong as they can. They try and solidify that. Stay as a unit. Прикол в том, что были разговоры про PvP режим и PvE. Нет, там будет PvE режим, типа как этот, ну, PvE миссии какие-то. То есть там надо против ботов именно с таком воевать. А тут в PvP, да, вот эта группа зачистки, ну, не знаю. Спорная тема, спорная. На паблике как бы окей, пофиг вообще. Но на туриках, типа, группа зачистки, как кринж какой-то, как будто. То есть нужна какая-то альтернатива, более равномерная, а не так, что в кого-то именно эти боты агрятся и все, ГГ. Сами же знаете, какие боты конченые в этой игре. Либо тупят, либо просто с одной в голову тебе на имлоке стреляют. Классическая атака-оборона здесь тоже не прокатит, братан, потому что если сделают атаку-оборону, челы, которые сядут просто в позиции на точке, ну это просто, видишь, это не КС.
Тут нету гранат. Флешки здесь корявые, дымы тут корявые. Тут все корявые как бы. Карты тут тоже, ну, под это вообще нет. Тут карты надо другие делать. И если челы в оборону сядут с рейд-пиков просто в грамотные позиции, в пиксель смотреть, то атака к ним вообще никогда не зайдет даже в таркове. Здесь в этом плане дисбаланс будет полный, если атаку оборону делать. Правда, что сегодня арена, но сегодня первую волну должны раздать, да. Надо, чтобы не боты выходили, а Никита к выигрывающей команде и пинал их. Классический сужающийся круг тоже как бы вроде нормально, но в реалиях Таркова это как-то, ну, странно, да? Как будто какой-то круг будет непонятный. Ну, то есть боты здесь по факту это, да, типа аналог зоны. Чтобы челов как-то с места сдвинуть, чтобы они начали файтиться. Ну, блин, они не просто сдвигают, они тебя либо убивают, либо, ну, просто руинят те катки. То есть, как бы, зона, ну, зона вообще круто было бы, но в реалиях Таркова это как-то тупо будет смотреться. Все вроде как с БЭУ реализм, и тут какая-то зона типа пошла. Не хочу больше смотреть, нервничать, будто корову проигрываю. А чё, так ты не нервничаешь, чем ты нервничаешь? И ты же играешь, что тебе нервничать? 1-0. We have a second map coming up. That is Bay 5, and we'll talk about that after the break. Тагил с кувалдой, так это тоже фигня. Он типа сагрится в одну или в другую команду, и все, и команда в проигрышном сразу положении. Нужно, чтобы на всех это вот все боты влияли равномерно, но они не могут равномерно на всех влиять, потому что это боты, они агрятся на одного и все. То есть, чтобы равномерно как-то челов сдвигать, стимулировать на файт и прочее, ну, как будто бы зона самая норм тема. Просто, чтобы она в центр сходилась и все. В этот, в точку, вот, допустим, круг, который надо, в точку, которую надо было захватывать. Если ее не захватили, все, потом просто в эту точку сходится зона, и все. Все, ничего не надо больше. Вот это было бы как будто прям вообще норм. И не так рандомно. Зоны в виде газа, как в Warzone, чем не реализм. Все равно как-то тупо, не? То, что газ именно стеной как-то стоит. Ту-тум. Можно держать центр в пикселе и челы, которые будут ползать, брить. Ну, так это наоборот, как бы, это вообще вот нормальная тема. Считайте, чел как окажется в центре? Это чел, значит, который попытался захватить флаг. Ну, иначе что он там на точке в центре будет делать? То есть он попытался, у него будет преимущество, что он будет в центре. А те, которые ссались, они будут, ну, идти на него. То есть, ну, вообще балансно, я считаю, нормально было бы. ВСГ, записывайте быстрее мою идею. И делайте так. Боты, потому что рандом вонючий просто. Захват флага за время, может быть... Так тут есть захват флага. Только челы сидят и не захватывают флаг. Просто сидят. И потом, когда захват флага никто не захватывает по итогу флаг, выходят боты всех чистить. Поставить киллы около 10 в форме круга, и они будут наступать как зона. Это еще хуже, чем сейчас будет. В смысле, 10 килл тебе поставить. Там тогда турнир килла выиграет, а не челы, мне кажется. Да нет, снайпера это все фигня. Это то же самое, как боты сейчас. Ну... Именно просто должна какая-то равномерная стена, типа сталкивать и все.
Слушай, ты прошлых лет рассказал. Ну вообще, согласитесь же, вообще балансно было бы. Мне вот эта карта вообще не нравится, кстати. Как зрителю именно, потому что ее смотришь, ничего не понятно. Какие-то контейнеры, контейнеры, контейнеры кругом, короче. Должно быть банальное условие, по окончании времени одна из команд проигрывает. Но это тогда атаку-оборону надо делать. А я уже сказал, что эта фигня тут не будет работать. Скажи, а зачем деваха разгрузку на жопу надела? Ёшкин кот, не знаю, заставили. Мерч нацепить. Стример не только крутой стример, еще комментатор. Абсолютно. Спасибо за 5 евро, братик. Советчик. И консультант. Смотрю тебя много лет. Еще но не бьюти-блогер. регулярно. Первый донат. Начал Спасибо, тогда Абсолют, смотреть спасибо. на ютубе про Гы, ностальгия, рейды и тарков. Это круто. Всего доброго, успехов. Спасибо, бро, спасибо от души. Держи кулачок. Спасибо тебе огромное за 5 евриков. По таймеру активировать кольца мин, та же зона на условиях Таркова, не успел тот. Но это можно... Ты не увидишь эти мины, типа, это фигня все. Как ты поймешь, где там мины, где не мины? То есть, ну, визуально это непонятно будет. Огненную стену, типа, бензин разлили. Как вариант, кстати. Го пап, Диксоч, спасибо. Спасибо, бро. Я не хочу в папк играть, я в него наигрался, бро, уже. 7К часов, сколько можно? Все, я от него чилю уже, ребят. Я понимаю, вы там на ютубе видосиков насмотрелись, как я в папк играл и прочее, но это было, блин, 4 года назад, ребят, я в него не играю уже. А если и захожу, то очень-очень редко по праздникам, когда делать совсем нечего. Сорян. Фрей, ну должны выдать сегодня, да, хз. 2-0 for Gamer Legion or 1-1 for these two? I expect VP to have the bounce back. I think they'll probably get their ideas in check and really go out there and get us back on track for VP. В Таркове уже 8200, да, 8300 уже, наверное, все. Probably give a little bit more, don't want to say respect, but I think ну, типа, если вот не менять карты и оставлять такой же концепт с флагами, как вот сейчас есть. То есть, ну, как бы самое нормальное реально зону сделать вместо ботов просто. Чтобы не было рандома этого дурацкого. Либо полностью вообще режимы переделывать. Сверху будут стоять дикие, кидать камни, на миникарте будет зона, и если зайдешь в нее, в тебя прилетает камень. Так нет, не будет миникарты. Это же Тарков. Миникарта на трансляции только у спектаторов будет, например. Комментатора. Да, карты как будто под DM просто сделаны, коробки вот эти с укрытиями и все. То есть нету структуры какой-то. Best of 5 играют, Легионы первую карту забрали. Дымы будут скидывать, если в них зайти, то дисквалификация. Да нет, это фигня все. Просто должна быть какая-то зона, которая будет тебя дамажить. Прям сильно дамажить, когда ты в нее наступишь, и все. Что ты не мог в ней сидеть, в принципе. Ну и чтоб она не ваншотала прям. Мышку, что тебя триггерит мышка моя? 2-0 down now. We really need to get going, but I still think they're going to be pretty calm. You know, at the end of the day, we're sitting here saying as though like Gamer Legion won that map convincingly, as if VP are sitting there thinking, oh wow, we had no chance. Сам в арену? Ну да после турнира должны, да, выдать доступ, по идее. Не знаю, дадут, не дадут. Ты же сам сказал, мап-дизайн очень слабый, нет никаких отличий от чительных ориентиров, если сравнивать с теми же картами в КС, там визуально отличаются. Да не, почему? Как понять, визуально отличаются? Там просто коридорные карты, там нету такого, что ты можешь с Б убить типа на А, грубо говоря. Нету такого. То есть они и больше, и коридорные. Lethal Company? Да что-то как-то она мимо меня, бро, прошла эта игрушка, я в нее так и не поиграл. А сейчас в нее играть уже как-то не вижу смысла особого. Тем более сейчас арена, вайп будет. Тут, короче, в Таркове движухи хватает, даже ни в что другое играть-то неохота на самом деле.
Спасибо, Диксоч. If Virtus.pro can come back because it was so close, and if they can bring this into a 1-1. We'll see if Gamer Legion can extend their lead, or if Virtus.pro bring it back 1-1. I see our cast is doing a wave. How about you, wave to the camera as well? Hi. You weren't joining us. That's actually... Просто если сделать более коридорные карты, говорю, будут типы просто... Ну, никто в этот коридор не пойдет, все просто будут сидеть, потому что пошел в коридор, умер. С тебя с рейд-пика просто убьют и все, то есть, ну... В КСе есть такая фигня, как гранаты, молики, то есть там, если в защите чел сидит, его сгоняют просто флешками, гранатами, потом заходят. Тут ничем ты не сгонишь, тут типа, ну... Нету гранат нормальных. Was quite close though, so let's see if they can keep that momentum going, or if Virtus.pro now is, you know, going to be falling back into the old habits and being able to actually. Вангую, что дымов не будет. Так даже если не будут, дымы в этой игре юзлес, братан, они прозрачные. Он открывается 5 минут, а когда откроется, ты один фиг через него типа видишь. Нафиг они нужны такие дымы вообще? Gamer Legion, alright. Well, then Gamer Legion has to win because I listen to whatever the sides of Hepta say because they are the best in my book. Kind guys and of course good spirits, as of course we're gonna look in towards the second map soon. Gamer Legion unexpectedly taking that first map. I think we dare to say, even on the desk beforehand, people already said, well, this should be the map for VP. They've not lost it. They've been very strong on this one. Бобовка, так это рандом, типа. Как ты узнаешь, какая зона закроется? Ну, это тот же рандом, что и с ботами. Сагрится на тебя бот или нет. А тут на тебе зона закроется или на другом типе. Надо, чтобы она плавно закрывалась. А не быстро. Все, погнали, первый раунд. Вот, прокидочки пошли. Вот это тоже минус. Это еще первый турнир. Челы еще не заучили гранаты. Когда челы выучат все прокидки, с начала раунда просто с одной стороны и с другой будут по таймингам кидать хаешки друг друга навесом просто через верх. И вот это тоже минус карты вот этой, то, что она открытая такая. Просто будут прокидывать хае и просто убивать типов, которые с респа выбегают. Вот это мне тоже не нравится. Тоже фигня типа полная. Здорово, есть способ, как настроить микро? Не знаю. В интернете, бро, полно способов. Смотря какой у тебя микро. Magic finds Fury. There you go. Grenade kill to come in on that ace as well. So two left standing now on Gamer Legion as they need to get themselves back around the side. The thing is, just a single capture point here. Так, Виртуса. Нормально разваливают. Выпал из мира новостей Таркова и всего, что с ним связано. Какой процент получит доступ к арене сегодня и есть какая-то интересная информация, которую мог пропустить? Ну, сегодня вроде как должны либо стримерам дадут, либо тем, кто максимальный пак купил. То есть непонятно, короче. Нет, оружие они сами выбирают. Там какие-то им пресеты даются. Вот непонятно тоже, из каких пресетов они выбирают, но пресеты они сами выбирают. Дебашир, спасибо, бро, спасибо за 250. Инфы никакой нету, я не знаю вообще, мне самому, может, не дадут. Может, мы сейчас посмотрим и пойдем в Тарков играть в обычный. Трансляция на английский, если игра русская. Ну, потому что это официальная трансляция с Дримхака, братан. С Ганновера. Поэтому и на английском. Ты что, турниры первый раз смотришь или что? Дедом, спасибо за 50. Менять пресеты во время игры нет. Вот это тоже минус, я считаю. Нужно хотя бы один раз давать, типа... Вдруг ты говно какое-то взял, ну типа дайте один шанс поменять. То есть пресет вот ты выбрал, и ты всю катку играешь до талого с ним. Как думаешь, что по читам в арене? Да, а чё? Так же, как в Таркове, что будут по-любому куда не денутся. Still, the two frags for himself with just a single mag is key. And the nades as well coming in, I believe, from WTG to cover his exit in the meantime.
Не пресет менять и добавить ящики с улучшенной снарягой, за них и будет драка. Такое. Тут никто не будет рисковать раундом ради пресета какого-то. Тут как бы ВСС на СП6 и так бреет, нафиг еще что-то надо. Пушки, да, там лежат в некоторых местах, есть какие-то спавны. Я видел, как чел М700 подбирал. Но в той же радуге ты пресеты после каждого раунда меняешь, никто вроде не умер от этого. Ну вот тут почему-то на всю катку типа тебе дают. ХЗ. Но это все еще будут балансить, ребят. Это первый турнир по факту по игре, которая еще даже не вышла. То есть, ну... По факту, сейчас они просто фидбэк, возможно, какой-то соберут с этого турнира и прочее. В какую сторону дальше балансить игру. То есть, ну, понятно, пока все как попало будет работать. Тех же ботов, я думаю, в будущем уберут, потому что ну, это фигня полная. Но читеры не будут фармить бабки на арене, ведь в Таркове они хоть откупаются за счет помощи челом всяким. Так тут они в рейтинге будут рейтинг качать типам за бабки. Брат, думаешь, не найдут, где за РМТ шить, что ли? Я тебя умоляю. В любом рейтинге на хай-рангах миллион софтеров. Возьми КС, тот же Apex. Там одни софтеры просто на хай-рангах играют. А что тут, думаешь, не будет, что ли? Тут то же самое будет. А чьи они не лутаются? Не бегут на выход. Новичок, надеюсь, ты шутишь. Спасибо за полтосик, бро. Потому что это киберспорт, брат. Это тебе и не гайки с солевыми собирать. Барямбыч, здорово, здорово. Держи кулачок, привет. Интересно, будет ли система прокачки, начиная с пистолета без брони? Что-то типа того будет, да. У тебя будут даваться начальные пресеты, как я понял. Ты будешь по ветке какой-то их открывать постепенно. Дезматч на арене, конечно, будет. Они ж писали, какие матчи будут. Не знаю, будут ли они все сейчас доступны, но там будет ПВЕ какой-то, потом вот этот флаг, еще какой-то режим, дезматч будет, и какой-то пятый. 5 режимов там, по-моему, будет. Сам в арену? Да, должны после турика выдать. Не знаю, дадут, не дадут. Решетка арены Параша. Николай, спасибо. Спасибо за донат. Ну, согласен, ребят, те, кто любит в Таркове именно ПВЕ составляющую, те, кто играют в Тарков только до 42 уровня, грубо говоря, каждый вайп, которые чисто ходят, делают квестики там и прочее. Опа, еще чел. Мэджик сейчас этого второго заберет тоже, наверное. О, хорошо, хорошо, ВП разваливают. Вот, понятно, тем арены не понравится, скорее всего. Ну, в Тарков просто есть типы, которые ради ПВП играют, тем арена более-менее зайдет, я думаю. Есть ребята, которые именно играют ради квестов, ради вот этой атмосферы там. Им арена, ну, не зайдет, конечно. Так сказать, комьюнити Таркова разобьется на два лагеря. Все чисто с ОССами катают. Вот почему-то некоторые челы еще берут вереск. Вереск же вообще параша. Почему они его берут? Типа ВСС намного увереннее выглядит, чем эта херня. Может, реально из-за наушников, типа, кто-то играет с этим сетапом. Просто вереск, он еще и без глушака. Это же вообще ужас просто, как с него попадать?
Если эта шляпа будет с такими же рассинхронами, будет провал, да скорее всего так и будет. Че, Русь, здорово, серваки-то те же самые. Это у них на лане типа норм сейчас, а скорее всего, ну, на паблике так и будет. Решил лагать опять. За стенкой будешь умирать и прочее. Почему бы просто не забалансить снарягу по бабкам? Как понять по бабкам? Как в КСе, что ли, закупаться каждый раунд или про что-то? С вереском F1 в комплекте. Ну, такое, мне кажется, нет? Well, I mean, for sure, Gamer Legion did use it. You wonder if they already knew it before, but they're definitely using it now and didn't do that before. So, for all we know, they've learned it from the vault indeed. Contract Wars. Ну, может быть, если такие динозавры еще остались вообще. Но у Легионов 2 вереска в команде, а у Virtus.pro 1. Может, реально из-за гранаты, но, блин, гранатой в этой катке вы еще никого не взорвали, по-моему. Тут Virtus.a, короче, жестко закрывает. 4-0 уже. Эту Virtus.a заберут, скорее всего. Да, закупать пресет каждый раунд за победу плюс 200к. Проиграл минус 100, килл 50, ассист. Да это уже слишком сложно, братан. Я считаю. Это надо прям экономику, вот это все балансить. Это еще больше геморроя будет. А, Virtus.a взорвали, да, во втором раунде? Вот опять хае кинули, да. Может, реально из-за прокидки берут хае в сторону респа кидать? Может быть, кстати. Хае плюс наушники. Но мне кажется, наушники тут бесполезны, потому что тут все бегают как попало, и непонятно вообще ничего. Карта маленькая. А, чё она вылезла? Ну правильно. Две игроки будут в обычный тарков играть. Но неизменно будет одно. Их что на арене, что в игре просто будут пинать, ахахаха, салют, дядь. Как оно? Здорово, Успел на последних минутах предзаказ оформить. Хорош, Надеюсь, не пожалею, ахаха. Ну смотри, надеюсь, не пожалеешь. Спасибо, Авдей. Весь стрим будет просмотр турика? Нет, почему весь? Сейчас финал, играют. Скорее всего, 1-1, до 3 побед будут играть. Ну, эту Virtus.a, я думаю, заберут. Вот, 1-1 будут играть. Фу, до 5 побед, сейчас будет счет 1-1. И после турика должны доступ на арену выдавать. Ну, я думаю, это плюс-минус через час, может, будет. Сырок, я не знаю, волнами, но как именно, я не знаю, ребят. Я ж не я буду выдавать, я не знаю, как она будет выдаваться. Кому, когда, за что. За фуллпак должны, ну, бесплатно, да, как DLC давать. Там только надо на сайте залогиниться, типа, на арене, на ареновском сайте. Когда, несмотря на все многообразие, будут использовать топовый закуп, средний сливной топ-закуп, наверное. Ну, не знаю, не знаю. Ну да, тут уже 5-0 уже или что это? Я на арене от бедра чисто буду стрелять. Я буду брать пушку с лазером, потому что в эти говноприцелы я даже заходить не буду, я манал их. В корявые в эти. Я просто буду пушку с лазером брать и от бедра стрелять. Саня, спасибо за соточку, бро. Держи кулачок. Мне кажется, или двигаются очень медленно? Не знаю, обычно. Нифига, чел вылетел. Куда летишь, молодой? Ха-ха, тимкильчик сюда. Фига, там чел вылетел, второй тоже вышел. Его еще тимкильнули, короче, забейте. Ну тут легионы отлетают вообще в сухую. Полетел куда-то молодой.
Фов маленький, да, так мне вот непонятно, это их фов показывается или в спектаторе просто он такой маленький стоит. Мне кажется, вряд ли они все на таком маленьком фове играют. Хотя в Таркове, типа, маленький фов, ну не маленький, типа, а средний, это, ну, мета якобы играть на нем. Хотя меня бесит этот фов. Какой-то софт был эффект стрёмный есть. Качество, может, корявое просто. Не знаю. Здорово, Данил. Летящий чел из код лиги. Залетел чисто от бедра пострелять. Спектатор скорее хотя бы один с большим был бы. Ну да, мне тоже так кажется. Просто у спектатора это дефолтные настройки, как в КС, типа там. Тромкины любимые говнопушки. Согласен, есть такое. Саня, спасибо за полтосик. Спасибо, братиш. Сколько по времени будет турик? Ну, я говорю, до 3 побед, ребят, играют. Best of 5. До 3 побед. Эту Виртуса забирают, я думаю, 100%. Ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы они 7 отдали раундов. Когда им самим 2 надо выиграть. Ну, вот первый, походу, отдали, если FMX не затащит. Чё такая себе арена? Можно было сделать маленькую карту, а не просто контейнеров накидать. Нету динамики, чёт. Динамики нету. Так потеют, пацаны аккуратно играют. Просто, брат, зайдешь на паблик, там тебе будет динамика, там все как бараны бегать будут. Там тебе будет динамика, не переживай. Спасибо, великий. Типы просто, ну, как бы на бабки играют, потеют на победу. Поэтому никто лишний раз не бежит, сломя голову и прочее. Hey, you would have still waited for the first shots to come out then. Just to be on the safer side, know that you'll at least have a fighting chance. But now VP still on a 5-on-1, still a very convincing lead. Сергей, здорово, здорово, спасибо. Паблики это вообще забейте, там тим с рандомами особенно, там тимкиллы будут, короче, это, ну, вообще жесть будет на самом деле. Helicopter, helicopter. Часа через 2, баунти, я не знаю. Час-два, хз, я не знаю вообще, может мне вообще не дадут арену, мы пойдем просто в Тарков играть, я ничего не знаю, ребят. Tiny bits of damage being dealt, but nothing really significant on either of the parties. And look at the time, just dwindling down, 25 seconds. VP. Так, выпил хаешку еще сейвит. Сейчас хае прокинет, чекать, сейчас взорвет кого-нибудь. Нет, не взорвал. Пушки, ну, готовые пресеты. Куда хая у него улетела? Что-то какой-то спектатор багнутый, хаешки какие-то корявые, как будто бросают, типа, то под себя, то в стену куда-то. Voice chat, ну вообще должен быть. Рандомные вот эти пресеты, мне вообще пофиг, с чем играть и как. Пофиг, какая пушка, какая сборка. Меня просто бесит в этой игре то, что все прицелы корявые. Игра, где надо четко ставить в голову будет. Когда чел с редпика будет сидеть, ему надо четко в голову поставить. У тебя будет какой-нибудь РМР прицел, который вот так вот по экрану просто плавает, и ты ни в кого вообще не попадешь. Меня вот только прицелы бесят в этих сборках. Остальное, типа, ну, вот по пресетам вопросов вообще ноль. Прицелы калят просто.
Булсик решил смотреть арену, лишь бы в Таркулю не играть. Сегодня арена выходит или сегодня просто будем смотреть арену чем? Британик, после... Опа. После турика должны дать доступ. Так. 2 в 1. 1 в 1. О, вереск против вереска. Сюда. Все, ВПшкам 1 раунд осталось выиграть. 6-1. Какие бы стволы игрались, будь закуп. Мутант РД, МК, МП7, Вал, МРК. Вектор можно или еще что-то добавить. Не, Вектор параша, с ним бы никто не играл. Ну, кривой, зачем с ним играть? С МРКой, не знаю. Ну, типа, какие-нибудь дробаши на мясных патронах, вообще, они тут не нужны, это дисбаланс. Ну, этот прицел еще нормальный, то есть, ну... Тут прицел еще более-менее. Вот, допустим, там есть пресет Сашка на 60... Ну, короче, прям рысь, слик и Сашка короткая. Но там прицел стоит, я не помню, как он называется, такой, типа РМ... Нет. Типа МРС, только квадратненький такой. Узкие рамки у него. И там точка тоже блевотная, ее... Она плавает, она размытая прям по всему прицелу. Не помню, как он называется. Ну, короче, ужасный прицел. И таких прицелов тут полно, типа. Непонятная отдача. Отдача тут такая, как в Таркове сейчас у нас. Это старая отдача, они на старой играют. VP just needs to play it slowly, wait for Gamer Legion to get close towards the site. Yeah, Hard quickly going for a bit of a run around here, holding some tight angles to get himself Пик 42. Ну, блин, я не помню. Но он на МРС реально похож. У него жопа такая же. Коллиматор. Только он какой-то квадратный весь. And that goes right now. We see VP still doing pretty well, but FMX has been hit up, so health-wise, that advantage is gone. For Alex, of course, still being tagged, but the same goes for FMX. Both not in the Как думаешь, что будет интереснее, арена или новогодний патч? Не знаю, не знаю. Прицел говна, чё? Баланс. А, вот. Типичная ситуация. Прицел у типа вот здесь вообще. Так, ВП выиграли, да? И этот прицел еще, кстати, более-менее на вереске. Он такой средненький, типа. Остальные там еще хуже просто. Yeah, definitely VP really needed the confidence from this win as well, and look at the fashion they did it. Без обид, но так себе арена. Че без обид, а че мне обижаться на? Это ты Буянову напиши, так без обид, но арена так себе. Никита, без обид. Так, ну 1-1. Затягивается финальчик. До 3 побед играет, best of 5. Кто первые 3 карты его заберет. Ну эту карту, да, ВП вообще в сухую закрыли. Шляпа, а не арена. Даже как PvP отстой. Ребят, ну вы даже сами не играли еще. Как вы это можете писать? Только по видео судить.
Может, когда сам в нее играешь, это прям бимба-бомба. Откуда вы знаете? М? А то есть в Таркове вот бегать по пустым серверам, искать, пытаться типов в конце вайпа, это кайф Не прям понимаю вообще, да? тогда я эту арену, а тем более турнир по ней, как ты и говорил. Сидят и ждут ошибки. CS куда интересней. Там хоть задача есть какая-нибудь. Ну, в этом плане, да. Тут, ну, говорю, это все еще, скорее всего, поменяется, потому что вот этот режим, эти боты, которые в конце выходят, это прям рандом, короче, какой-то. Спасибо, Великий. Я думаю, это все, ну, если она как-то приживется, арена, то это все еще отбалансит, поменяют. Нормально будет, скорее всего. Если это в таком же виде останется, как сейчас, то, скорее всего, да, на этом все и закончится. Вот я наоборот бы выкатил вайп и арену разом, чтобы можно было нормально стартануть без волшебников в честном ПВП. Так а с чего ты взял, что волшебников не будет? Волшебники так и будут фармить РМТ. Кто-то на арене будет, с чего волшебников-то не будет? Рейтинг на релизе. Ну, в арене рейтинг должен быть, не знаю когда. Будет ли он сейчас или не будет его пока, хз. Что в новом вайпе ждать? Ну, обещают бронепластины, паркур, новую отдачу, изменение берега какое-то, изменение улиц немного. Там на самом деле контента прям вагон и маленькая тележка будет в Таркове в этом вайпе. Ну, обещали, по крайней мере. Отдача старая сейчас на арене, ее после вайпа поменяют только. I mean, you say you can't let him do it. I don't think he cares if you can't let him do it. He's not doing it anyway. He's a man on a mission. We've talked about him before. He's the maverick for that team. He is the player who will change the outcome. За просмотр дают награды, но если официальную трансу смотреть, там какие-то дропсы падают. Только я не знаю, нафиг они вам нужны в конце вайпа. Вообще паркур это сейчас вообще фулл кал. Ну, кто-то говорил, да, то, что на ETS-ке играли, и то, что там ты постоянно по всякие камушки и прочую фигню спотыкаешься. Типа он застревает в них. Но я думаю, они это пофиксят. Если не пофиксят, то это уже беда, конечно, будет. Actually is what clinched this because those two both have a huge audio advantage over the teammates on VP, and so you can just hear as soon as they run in, it's much more obvious where they're going to be, and on that basis Codex and Stranger Thing basically could just like wait it out and use their audio advantage to like exactly here, like FMX runs in, they just know exactly where he's going to be. I mean, it's always looking at the brighter side of life. You know, they got one round in that, so I suppose it's something they're not getting 7-0'd, which is always a bit of a positive. But certainly, it showcases VP and already their mental strength. The fact that they just narrowly lost a game, which already you'd be pretty gutted. You know, you lose 7-6 in the first map, especially your map choice, and then to come out in the second map and put out probably a statement is so impressive. Yeah, about that. With these map picks, teams have been winning their map picks a lot today in general. Тебе напомнить, сколько фикселей невидимок? Ну, да. I would argue that looking at the first three maps anyway, both of these sides like those maps. Есть вопросики, конечно, небольшие. I don't really think you play too much into that. It's more if you know a team has, you know, been permabanning. Ёжик, не факт, что их в рейде можно будет менять. Просто броники будут состоять из бронепластин, типа новые хитбоксы будут более сложные. В рейде их нельзя будет менять, скорее всего. Мне как кажется. Yeah, exactly. I mean, they both enjoy these maps, and once you've got your players like Hard and Magic who are just dealing all of the damage, all the kills on those teams, it's very hard to like play against. Снаряга откуда? Ну им дают определенные пресеты, они выбирают из них. Ну, наверное, бесплатно, потому что это турик, нафиг им что-то там покупать. Просто им дается какой-то пул пресетов, и они выбирают оптимальный для себя и с ними играют.
Ну вот этот прям метовый пресет с ВССом, с ним много прям играют. Паркур — это плюс новые места, чтобы крысить? Да. Именно. С паркуром, я думаю, дофига всяких эксплойтов появится опять, где можно будет залезать в дырки всякие. I think it's a little bit of a worry just because of how you've lost. It's sure, again, we mentioned before, VP losing 7-6. Sure, that's fine. You always have to look at the scoreline. Does it really tell the whole story? In terms of the 7-1, it really did because it wasn't close at all. It was so one-sided. Было бы круто, если бы можно было достать пластины из броника и сдать на металл и купить водки. Yeah, it is a bit of a worry right now if you're Gamer Legion because you've gave VP that door and they're busting it wide open. We'll see if Gamer Legion are able to bounce back on the regards of maps. So we'll talk about our third map, which is Bull. Жилетка у тебя прикольно. У меня у бати такая была в 90-х. Переводить? Зачем Дэнни мне переводить? Я просто сижу, смотрю, чем мне что-то переводить. Хочешь, сам переводи. Я так понимаю, на арене графика упрощена. Не знаю. Ну, может, карты не такие детализированные. Я хз не присматривался даже, если честно. Лес красивый. Ну, мне кажется, тут поменьше всяких деталей просто на картах. Мусора всякого поменьше накидано, чтобы, ну, проще игралось. Потому что чем больше мусора, тем ты как бы сложнее там типов спотать и прочее. Даже в этом плане, может, ну, такие они не детализированные кажутся. Ну да, у них сейчас все нормально, потому что они на лане играют. А вот именно что на релизе будет, и будут, ну, скорее всего, то же самое все будет. Будут такие же десинки, как в Таркове, рассинхроны и прочее. Вряд ли этой проблемы не будет на арене. Первое время точно будет все лагать 100%, я думаю. ДПК в Питере было вообще 140-150. Ну, так и будет, наверное. Битрейт на ютубе 19 тысяч, по-моему. Я не могу больше поставить, у меня не вывозит компудактор стримерский. Потому что у меня и поток на ютубе, и на твиче, и запись еще идет поверх. Я там битрейт ужал везде, чтобы нормально было. It's going to be a little bit different, of course, with the 2 points that you mentioned now. We're starting to open things up. Нет, там 2080 баунти. А там разницы нет, 3090, 2080 Ti, там одинаково вообще. Ничего не меняется даже. Они именно по рендеру, вот по этому, по NVENC, видимо, одинаковые вообще. Point capture, you know, sit around the middle of the map, make sure that you just stay out of longer range sight lines and just control it from both teams. I think momentum has been a very big topic of our conversation. Now, obviously, with the 7-1. Ползущие на сверхскорости червяки. Да будут, я думаю, наверное, куда-нибудь денутся. To themselves, to each other, to be able to bounce back from this. Well, they should just be putting it down to just everything that could have went wrong for them. I suppose you can always look at it from that aspect. It just wasn't our map. Go next, same way we mentioned about VP.
They lost the first map. They know, oh, we still have another life, and another life, and then another life if it gets to it, because that is the benefit. Блин, почему у него нашивка юсек, если он под дикого косит? С перчатками какими-то. Then there's still another map, there's still another chance, so they really shouldn't get too down about it, but now you just need to go and do what VP did, which is bounce back. Yeah, exactly. You know, they're back to square one again. It's even Stevens. You know, they've been down against VP. По коробке на арене лутать может, а нормальные ребятки чем делают тогда? Ну там есть лут какой-то. Вот эта карта, кстати, стадион, она вот прикольно выглядит. Ну-ка вот паузу. Центр, считайте, такой огромный с вертолетом. И по краям мусора накидано всякого. Вот она визуально прикольная прям. Но мест, конечно, всяких. Я был 360, в 2К было 70 FPS, на улицах поставил 47 Ti, на улице 70 FPS. Так, брат, тут не грузится видюха в этой игре, она не оптимизирована. Все в проц и в оперативу идет. Узкое горлышко. Все туда упирается. Как кот стадик с хламом на поле? Мне кажется, любой стадик будет как стадик из колды выглядеть, нет? Говорили, карты это чуть с баланса, там один рез в преимуществе. Сейчас и узнаем, если в сухую кто-то выиграет. Привет, есть инфа по арене, но вроде как после турика должны доступ выдавать начать. Specific match so far, because we are on map 3 all the way from our potential best map 3 of 5, and we'll see which team can regain that lead going into this third map. It will be Bull coming up very shortly. We should have our casters ready, we should have our players almost ready as well. So if we could please welcome back Hap and Toldesma so they can take it away very shortly. Инфа есть, что будут давать, но кому будут давать, как будут давать, ничего не понятно, ребят. We're gonna get into Bull very soon, as of course being the third map of this series, and maybe a vital one to take the lead. Здорово, Поморыч. Different maps, the maps we haven't seen from VP yet. Maybe they were banking. Что думаешь про карту с самолетом? Да хрен знает, я толком ее не смотрел даже. Я типа не толком не смотрел даже эти турики-то. Сейчас вот с вами решил посмотреть финал. Но она как будто бы тоже вся дырявая, типа в центре с самолета все простреливается, тоже такая стрёмная тема какая-то непонятная. Even on this map as well, it should have been a decider in the best of 3 in the upper bracket, but it didn't really have to come to that because VP already won 2-0. And they have just been very strong, but we have actually only seen them play this map once. Расстроишься, если не дадут в первый день доступ? О, да не знаю даже. Хз. Посмотрим. Force the issue with their new meta of the agent just running across. And of course, now it's different. Now we suddenly see the surf being the dominant factor, maybe the Vimple as well. Yeah, that's it. I mean, we really get to wait and see which one eventually will come down. Maybe we see one more guy like a bit of a... Дед, ты кого имеешь в виду? Клоза, что ли, Ромка? Не знаю, но ему вроде понравилась арена, хз. Здорово, хулиган. A little bit before, at least Gamer Legion really didn't like to play it on Furlex. And we saw, despite the big scope being on there, he still wanted to go sometimes for chopper control, really wanted to force the issue. Alright, there's 20 seconds left on the clock. We'll run down that timer, and I'm already going to be laying either on the B or the A side. When it becomes active, hopefully the one he's lying on, Gamer Legion has a very good shot at trying to capture it soon. But then, as we said, maybe as a counter to that... Бутылка самогона. Ну, за бабки, за бабки. Я не знаю, какой призовой фонд. Ребята, может, сейчас подскажут. Призовой фонд вроде 100к евро. Что-то такое там. Или 100к баксов. 100к евро, вот да, призовой фонд. Или это за первое место 100к евро дают? А, это общий. Ну вот, 100к. За первое, наверное, 50, да? Да, вот за первое 50, второе 25. 50к евро, нормально, что? По 10к на брата. Тренер нахрен идет. Нормально.
hopefully someone would be waiting for them. Let's of course talk a little bit about the veto because we don't have any bans coming in this series. Привет. Каково быть популярным блогером? И что поменялось? Блогером? Артем, ну, во-первых, я не блогер. А во-вторых, не знаю. Ничего не поменялось. Спасибо, Артем. Спасибо тебе за соточку. Я просто сижу, играю, ребята смотрят. Не знаю, нафига они это делают. Это у них надо спросить. Блохер, да. Бьюти. Ладно, хоть не тиктокер. Ну шо там? Собаки, пока ничего, турик пока. Сегодня поиграю. Я не знаю, Мак, меня Влад позвал в стак какой-то сегодня играть, поэтому хз. В комнате который. Пока играю турик, пока только 2 карты сыграли, 1-1. Best of 5. До 3 побед, считай. И после турика вроде как только должны вроде начать выдавать, поэтому я хз. Дадут, вообще не дадут. Типа, может вообще не дадут ничего. Я вас расшибу, если попадете. Окей. Блин, кстати, вот сегодня реально прикольно, если сегодня в основном всяким стримерам только дадут доступ. Ну, сегодня прикольно будет играть, то что часто будешь против стримеров попадаться всяких. Трансляция платная. Скидываемся по 50 рублей. А лучше по 50. по 100. Поморыч, спасибо. А лучше, говорит, по 100, а сам полтосик скинул. Жук. Спасибо, Поморыч. У многих английских стримеров инфа, что дадут тем, кто йод купил до 2020 года. А я когда купил? Ну, я раньше купил. Я купил либо в 17-м году, либо в 18-м, когда меня Макич еще с Ксюхи в спину на таможне убил, когда мы с типами какими-то играли. Я помню это. Тупо завалил меня в крысу, короче. И мне Тарков не понравился, я пошел дальше в пабки играть. Мышь, чисто. Так, пошла жара, понеслась. Кибершпрот пошел. О, тут смотрите. Тут, видимо, на карте дистанции больше уже, да? Или что? И смотрите, типы из Легиона взяли 3 ауга. 3 ауга и 2 вереска. А ВП также играют. 1 вереск и ВССы. Все, сейчас на размен его сразу задушат, скорее всего. Он перешел на сторону зла в Тарков. Так а чё, папка надоел просто. Просто мы реально Тарков-то заходили поиграть, прям когда папка еще прям цвел и пах, прям в расцвете был. Мне из-за этого как бы и не понравился Тарков, потому что я в папк хотел играть. А потом, когда уже... Нет, тут все уже, без шансов. Сейчас просто пахнет. Не цветет, а просто пахнет. Да, Макич? Как там? Папка пахнет? Вот мы тут в чатике уже выяснили, что дадут всем, кто Макс купил. Макс пак? КЗ. Папка лучше батл рояль? Ну, насчет этого возможно, но просто как бы он уже реально уже плесенью покрылся, папка этот. Жестко типа отвесили, не успел пробежать. Мне вот интересно, почему ауги? Реально из-за дистанции, что ли, типы ауги взяли? Передайте за проезд. Спэроу, спасибо, бро. Держи кулачок, приятного тебе просмотра. Сам жанр? Не, сам жанр не изжил, не знаю. Мне кажется, батл рояль вообще не до конца раскрылся. Он как-то быстро умер, как будто бы.
Battle Royale это вообще самый охеренный режим, когда-либо придуманный. Его вообще супер интересно играть. Просто, знаете, выйдет какой-нибудь клон PUBG с хорошей графикой. То есть не какой-то там вот космическая фигня там с бластерами, с подкатами, а выйдет вот тот же PUBG, такой же около типа реалистичный сеттинг, с улучшенной графикой, с крутыми какими-то механиками там, и, ну, это хайпанет фигня, 100% в него будут играть. Я бы типа играл. Ну, если бы реально в таком сеттинге была бы игра и хорошая. Я бы вот в Таркове Battle Royale бы вообще поиграл бы взахлеб. Но здесь проблема в Таркове в ТТК, что ты просто будешь от кустов умирать за секунду и даже не поймешь, откуда тебя убили. Вот типа в сеттинге Таркова я бы поиграл в Battle Royale. Аноним, спасибо, дружище, спасибо. Запад больше мультик любит, Valorant, Apex доказывает это. Ну, это да, есть такое. Всегда так было. Тарков Рояль. Ну, это реально прикольно было бы, я поиграл. Причем в реалиях Таркова реально ходишь там, находишь голую пушку, потом к ней модули находишь. Это же вообще прикольно было бы. Ничего не нашел, идешь с мушкой чисто воевать. Не знаю, было бы прикольно. Долго еще тут турик будет идти? До 3 побед, говорю, пока 1-1 на ней по картам. Самый лучший батл рояль — это в детстве с палками бегать по двору. Есть такое. Спасибо, спасибо, Тёмыч. В Тарке по сравнению с PUBG механика оружия легче. Ну, тут да, тут как бы... В Таркове больше проблема, наверное, в мувменте. Стрелять тут легко. Ну, по факту. Чем в том же PUBG, типа, контролить пушку, это забей. В Таркове отдачи нету вообще. По сравнению с PUBG. Здесь больше, ну, в мувменте проблема. Умеешь ли ты нормально двигаться, пикать и прочее. А стрелять тут несложно. Брик, должны, да, должны. Так, зайти. А ну быстро за проезд передали. Кондуктор, спасибо, братик, спасибо. Блин, я все в чатик смотрю, я даже не смотрю, что происходит на экране. Ну, походу, ну, какао жесткий, он сейчас может вытащить, кстати. 1 в 2. Тем более у него аук на 30 патронов. Он легко может сейчас. Его с 2 сторон пытаются пацаны задушить. Ему надо резко префом на одного выйти убить, если он точно понимает, что они с 2 сторон. А, так подожди, это рейдеры уже идут. Там рейдеры уже бегают, его рейдеры душат. Опа. Выходит префом на типа и не убивает. Так бы мог 1-1 остаться и уже разыграть. Вышел хорошо, начало ему сходу повесил просто. Как он его не взорвал, за ящиком, что ли, где-то? Чего? Откуда у него прицел такой был сейчас? Я не понял. Он его подобрал где-то, что ли? С валдаем, или это пресет такой, я не понял. Ему надо было... Так боты, в том-то и проблема. Боты его бежали душить. Понимаешь? То, о чем я и говорю. Он 1 в 2, и боты на него заагрились. И все, он проиграл уже просто. Потому что ему надо двигаться, что-то делать. Или ботов убивать, или типов убивать. Его душат и игроки, и боты, понимаешь? Вот, рандом типа зарешал опять. Ему не надо было, его не варик ждать. К нему вертолет уже, рейдеры толпой бежали, заходили. А, прицел в кармане есть. Понял, понял. Тут еще, да, боты, как группа зачистки, когда время, таймер заканчивается, и никто ничего не делает, выходят боты. Вот боты мне вообще не нравятся, это фигня полная. Что по навыкам на арене? Брат, я не знаю. Поиграем, увидим. Я откуда знаю, что там по навыкам. Я же не играл.
Но мне кажется, не full. Не full навыки, мне кажется. Какие-то средненькие. Возможно, еще от пресетов зависит. Может, какие-то там, допустим, дорогие пресеты будут прокачаны, какие-нибудь дешевые, там, каличи будут какие-нибудь. А, 30 левел навыков во всех пресетах, понял. Тул, здорово, братиш. Скоро совершеннолетие. Спасибо за 17 месяцев. Держи кулачок. За проезд. Акроныч, спасибо, спасибо. Держи кулачок. Спасибо огромное тебе. Вот, ВП захватили точку сейчас, выиграли за счет этого. Razer серьезный ходит. Контролит пацану. I mean, it must be that he found a pickup weapon, gets that scope off it, and puts it back on, right? I mean, he's using the same. Получается, раз Алену релизят, то и шкраков должны вайпнуть. Ну, вайпать позже будет. В конце месяца, в конце декабря, скорее всего, вайп будет. И арена это ж не релиз, это бета тоже. Бац! Мэджик поймал гранатку. Количество зрителей в зале поражает. Ну, зал там вообще АФК, да, пустой. Релиз в бету, да. Вайп после Рождества. Ну, по логике, типа, сейчас точно не будет вайпа. Сейчас они будут потихоньку арену раздуплять, доступы выдавать, потихонечку патч там шлифовать и в конце года дадут. Это что, 2 беты по цене одной, да, именно. Именно так. Булсик, привет. Тема Fortnite не раскрыта. Ты пробовал? Рома, спасибо. Если давно пробовал зайти в этом сезоне. Он шикарен. Не, брат. Хорошего стрима. Мне не нравится прям мультяшность его. Да и, ну, зрители мои точно не оценят Fortnite, поэтому я даже не пробовал. Я вне стрима один раз запускал его. Когда он давно там еще со стройкой было, там не было режима без стройки. А Fortnite со стройкой, ну там херня это полная по факту. Я немножко что-то поиграл и нахрен. Просто третье лицо, плюс какая-то стройка корявая. Чел бежит, ты просто один раз в него выстреливаешь, он просто в коробку сделался и все, сидит от третьего лица тебя спасет. Ну блин, там такие механики, которые я просто ненавижу вообще в играх. Короче, и плюс он еще мультяшный. Блин, нормально чел там наваливает, это хард. Но его сейчас зажмут, все, он просто на вышке сидит АФК, его сейчас законтролят. А, они вышку захватили, фу, эту точку захватили, да, просто. Не, сейчас там, да, есть режим без строительства, но я не хочу в Fortnite играть. Меня смотрят жесткие мужики из БЭУ, которые играют в Тарков. Какой Fortnite нахрен, чатик? Какую-нибудь Warzone запускаешь, это для них уже мультики. А что, если я Fortnite запущу? Что за ребята с Витей? Ну, Magic тоже... что после 25 декабря. Тарковчанин. В Европе Рождество 25 числа. Понял, техник. Спасибо, бро, спасибо. Привет. Magic тоже, он в Тарков играет, стримит. А остальные, я так понял, это ребята, которые раньше в Радугу играли в Virtus.pro и перешли в Тарков играть. Ну, видимо, давно уже играют в Тарков тоже. Ой, чуть двоих не забрал. Блин, они постоянно сидят под этим вертолетом прям жестко. Постоянно чел префом на них выходит. Радиорнот не пробовал. Хотел попробовать, но решил зачилиться в тот день.
Изучился. Чоппер. Helicopter, helicopter. Прикинь, Тарк из строительства добавит. Ну прикинь, выживач в сеттинге Таркова, большая карта, ты там базу строишь себе. Всякое барахло таскаешь. Осуждаю сам себя. Спасибо, Поморыч. Танки это на пенсию чисто. На пенсии ворвемся. Блин, The Day Before, да, конечно, скам жесткий. Я очень люблю выживачи всякие, знаете, изучать мир там, но там мир пустой просто в The Day Before был. Максимально корявый лутинг, все закрыто, никуда зайти нету, нельзя, карта маленькая. Ни людей, ни зомби, вообще делать нечего. В целом выживачи, ну прикольная тема. И для стримов это прикольно, то есть, ну как, ты ходишь, мир исследуешь, там, выживаешь. То есть такое, ну смотреть тоже прикольно. Особенно новое что-нибудь. АУ, кстати, на 5.1 нормально. Мне вот интересно, какие у них броники. На этих 4-й класс, а вот на аугах какой? А, 4-й юсековский трупер. Все в 4-х классах получается. Вот с вересками непонятно, что там за броня у них. Ну по патронам все в ноль вообще пробивает. СП-6, 4-й шьют насквозь, 5.1, 4-й тоже шьют. То есть тут прям типа быстро падают все. Вереска 3-й. Ну тут по факту не решает. Тут что 4-й, что 3-й, топ-патроны у типов. Тут все просто, ну, за 2 пули убивается, по идее, в грудь. Верес банши вроде бы. Я даже не знаю, что за банши броник. Не, у него, по-моему, этот, как он? Зеленый такой квадратный бронеразгруз. Как он называется? М1 или как он там? Нет. Или... По-моему, такой какой-то. По визуалу. Или Анна как-то. Короче, такой какой-то. Все, у всех 4-й, походу. Единственные патрики, которые более-менее хуже пробивают 4-й класс, это на вереске БТшки. Они пробивают, но там не так жестко, конечно. Строительство в Таркове. Построй общагу своей мечты. Общагу своей мечты. Чисто будку поставил деревянную, и вокруг просто миллион кустов. А на Tactical M1, M2. Вот, да, что-то такое. Зеленый квадратный этот 4×4. Это уже финальные катки. Это пока 3-я катка из 5 возможных. 1-1 пока по счету идут до 3 побед. Я так посмотрю, типы с аугов тут нормально накидывают. Видимо, тут реально дистанции, что ли, больше. Почему-то не ауги тут взяли. Ну тут вот визуально смотришь, реально прострелы такие более дальние. И тут ауг, конечно, стабильнее будет. И прицел хороший в ауге, топовый. То есть тут можно в точку прям зажимать с него. О, клин? Или патроны кончились? У него красное вроде загорелось, тут нет? Или минус патроны были? Не может минус патронов быть, он не успел пострелять даже, нет разве? Так он не успел 20 патронов выстрелить. Ну как липаните, чат. Расследование нужно срочно. Ой, хорошо, хорошо. И 3-го. Да, брат, куда ты в опен прыгаешь? Он просто спиной к типу выпрыгнул, блин. Там же в углу мансил бы, выжил бы, наверное. А, минус патри.
Блин, что так нагло вышел на него тогда? Ставь плюс, если до сих пор ждешь трактора IP3, чтобы вывозить не только лут, но и материалы для строительства своего дома в общаге. Колясик, спасибо, спасибо. Здорово, Кавасаки. Не то оружие взяли. Ну, тут как будто бы АУК реально лучше. У АУК он прям вообще как будто бы хорош. Патрон хороший, есть ЛЦУ, прицел топовый. То есть как будто бы АУК тут прям вообще норм смотрится. При этом еще челы, которые... Я не пойму... А, так челы с АУГом, они еще с ушами тоже. Там вроде есть экселы какие-то у них или что-то типа того. Сендри, спасибо. Держи кулачок. Или без ушей, я не пойму, без ушей, по-моему. Ну просто вот там чел в конце выйдет. Типа вот на такой дистанции, конечно, больше этот, скорее всего, зарешает. Ну, аук постабильнее будет по отдаче. Some shots being fired against that ace, opening up on one of the VP players, but not really getting any, well, real substantial damage. Скорострельность, да, брат, я думаю, там у них хорошо должно все регать, и там, ну, что 2 пули с ВСС, а что 2 пули с АУГа чел отлетает. 4-й класс брони, ну, как бы... Там не особо скорострельность решает. Вал именно может зарешать, когда чел прям, ну, в метре друг на друга выходят, от бедра трейдится, там вал зарешает. Но тут просто очень опенфилды большие, дистанции прям большие. Тут как будто бы ошибка вот именно с ВССами играть на этой карте у пацанов произошла. And it will be Raz getting the open kill on towards the days. Now it's on to Furlex. He pre-fires once, they know where he is. 3 players when he jumps. Codex coming in with the SMG, but it won't really stand a chance. Now a 1v4, and he will be taken out. Что в Таркове тебе больше нравится, не нравится? Не знаю. Думать надо. ПВП мало, крыс много. Типа типы просто АФК прячутся. Мало тех, кто бегает именно, фанится, стреляется. So, you know, Gamer Legions, their victories, they have been quite close, and if VP is going to be able to continue making this happen, it's just this, you know, to flip a coin at some point, it might just fall VP's way. So they really need to make sure to have the difference between them. Пошла раскидочка. Все, хаешечка. Do they get a kill the last one? No, no damage being dealt on towards VP, but at least they cordoned off a very big part of the map. Getting closer towards the chopper, trying to check the angles, and VP not wanting to move. Ромка, да я эту игру посмотрел, мне вообще не понравилось. Я думал, там хотя бы ПВП есть, а она full ПВЕ, ну типа... Вообще не то пальто. Было бы ПВП, я, может, попробовал бы, а так чисто в ПВЕ выживалка, не знаю, мне не интересно. В будущем, может, там ПВП будет, тогда можно, наверное, поиграть. Сейчас чел умрет. Чел угол нарезает. А, нет, прикрыли нормально. Ланфир, держи кулачок, бро. Спасибо за 10 месяцев. Я Давид Киду. Передайте, пожалуйста, вперед Кеку. Ухтылыч, спасибо, бро. Блин, дайте-ка, ребят, ноги замерзли уже. Прикрою дверь. But his heart just waiting. He knew there was a player there. He knows there will be more coming. And the tracers as well just show where Gamer Legion is. But the point will go active. If it's B, it's in VP's court. If it's A, it will be a tough battle. It'd be great to have a grenade now. You've seen the metal flash just come up from behind the van out there, but it is what it is. And the point active, no one's really going for it instantly yet. As long as WTG, is inside that helicopter, capturing on either side for Gamer Legion's really not an option. So,
He's just going to be holding on tight, knowing that B is most likely under the cover of his teammate. And he's seen the Magic just dancing on top of it. He's just slowly stepping in, slowly stepping out. Now trying to actually commit towards the capture. Spots a player at his left. Needs to get that kill. Does not, though. It's a double to come through for the side of Gaming Legion before Hurt fights back. And you see WTG walking out. There's one quite close to him as well. On the corner. О, жесткий развал пошел с вересков. He was in a bit of a shook when he walks out and see two people in front of him, but he manages to find. Так написано, желаем ПВП, там будет возможность включать ПВП, но когда базу будет рейд и далее, ПВП это, я так понял, на первый открытый бета-тест. Чтобы люди механики... Ну, типа, будет ПВП, посмотрим, бро. Но сейчас она... Я у ребят спрашивал, кто в нее играл, сказали, что чисто ПВЕ. Ну, ПВЕ нахрен идет. Не хочу я в ПВЕ выживалку играть. Тут прям жесткий размен у них был. Ну, идут прям вообще плотно. О, вот это, кстати, близко было. Сейчас чуть минус 20 хаешек не было. Здорово, Синоним. Какой ПВЕ выживалки речь? Once Human. As Codex is just moving on the border of the map, he's of course going to be aware of the fact that someone is going to be playing inside the helicopter. Do you just want to try and blind fire your way through and broadcast your position, or do you want to play it a bit more sneakily, hope that he's just going to show his face? Late nades coming in as Codex also wants to nade out the chopper. Will it deal any damage? No, not at this moment in time. Тупо шьют вообще все. So you want to pre-fire that. Tries to. No damage being dealt. Шимора создает свой баттл. Понял. Slightly less healthy than the side of Gamer Legion, but the question is, how are they set up for? No one has helicopter control. Опа, прострелил. Жестко. Ну, тут все шьется еще, все укрытия деревяшки какие-то. Так, ну все, это ВП вообще в сухую забрали. Именно сейчас выигрывать, и 2-1 будет. РГН сильно изменит геймплей на арене, конечно, нафиг они нужны эти РГНки. Тут гранаты вообще дисбаланс, просто челы их пока не научились кидать еще нормально. Когда на задроте тайминги, именно прокидки нормальные, тут стабильно киллы будут гранатами делать. Тут как будто бы они вообще нафиг не нужны, эти гранаты. Которые просто с респа на респ практически прокидывают. Oh, definitely. Nades flying in as Codex now takes down WTG in towards the chopper. Big control coming in for the Gamer Legion side. Magic wants to move in, sees a player, goes for a little bit of a spray, but unable to actually get any damage done. So they know where they are. He knows that he'll die because Kakao just has the angle with the AUG and is able to actually get the kill in as Raz shots fly by him. But he has seen ahead and he really wants to take it off. Hart was on the tower. I wonder if he just swapped off the big scope for the reflex again. So just holding off Game Legion, big advantage here in this final. Гранаты тут как харта в танках. Кому-то не нравится, кому-то нравится. Ну, это просто дисбаланс, понимаешь? Просто ты появился на респе, 5 метров пробежал, и тебе на голову граната упала. Ну, что в этом прикольного? Ничего. Как ты на это можешь повлиять? Никак, просто АФК постоять на респе, чтобы тебе по таймингу ее не кинули. Ну и по факту, как бы, херня получается. A stronghold on towards the chopper, so they should be able to counter any side to be taken by VP. Not they will probably will go for it, as of course they are 2 players down, and you will always. Я как понял, по этим прострелам тебе раньше за стенками тоже прострелы убивали, они рассинхроны были? Не, брат. Там же не все простреливается, в смысле, там бетонные стены не простреливаются всякие.
out at the enemy. Spots the player onto the capture point as well. Manages to stop it now. Needs to go for a bit of a run because he knows he will be hunted 9 seconds before the cleanup crew comes through. In a 1v2 situation, he needs to make sure he stays alive. Spots ahead. Соломон, капец ты грубиян. Slowly stands back up. It's going to be dangerous for him to actually try and retake this fight. Звук прибавить, да куда? И так вроде громко. Куда прибавлять? Чуть-чуть добавить. Should have maybe just repositioned, wait for the Cleanup crew to maybe have an impact, but Gamer Legion now bring it back to 6-6. Здорово, кота. Indeed, big jump scare. Бандитич, привет. Bing moving in. Gamer Legion able to hold on in the end. It was a tough one though because Raz's position was really good. But then again, if you just look at that angle, there's no way you can get away from that safely. I think the only thing he could have done is try to fight the person that is close to him and then maybe try and run back. And I know the cleanup crew was about to be coming through, but you know, you just fire a couple of shots, that means you will probably be reloading with that VSS. Of course, they're going to go for a push at that point. The early grenades won't actually find anybody unless we find ourselves at the 6-6 point. Codex just firing off some early shots, of course. Plenty of ammunition available. И решающий раунд играют. Блин, у них все карты, короче, кроме предыдущих контейнеров, прям вообще зря в ноздрю идут. Первая карта тоже 6-6 был счет. Лет 15 назад то же самое было в мультиплеере колды Modern Warfare с гранатами. Каждый кидал гранату на пробег респов противников. Ну вот, такого типа не должно быть. Это фигня полная. У нас же сейчас не 2000 год вроде, а 24-й будет уже, чтобы такую фигню делать. So be careful that this door is not being watched currently. Kakao is still going up and down, trying to find just the right angle. В контре также с гранатами. В контре ты не можешь так прокинуть гранату с одной точки на другую, с респа на респ. Там ничего не так же. И плюс там гранаты, ну... ваншотают, если на тебя прям под жопу упадет. А здесь сплэш у гранат жесткий. The surf class, sorry, no longer being the best in slot. OA is opened up, and that's in VP's core. They will go for it, and Kakao must be the player to counter it. He gets a first kill towards WTG, but he'll be traded out by Hard, still having the height advantage. They don't know where he is, but Stranger pinged that ace. Both get kills. Only 2 players left standing on VP. Make that one. Only FMX. He'll go down. Gamer Legion takes 2-1 ВП отлетели. Invincible не знаю, дадут, так дадут. Ждем, сидим. Сидим, пердим пока. It's all coming down this big and open map right now to see whether or not it is going to be a full 5 mapper or to see if this is where VP falls on the longer ranges. В Contract Wars также было. Ну типа для пабликов пофиг, просто они же хотят киберспорт делать по этой игре. Для киберспорта это не норма, чтобы такие прокидки были, это бред. Боты в конце раунда это тоже бред. Best of 5, да. Если легионы сейчас выиграют, то все, они выиграли. Интересно, какая карта сейчас будет. У нас осталось 2 карты. Это... А нет, 3. А нет, 2. 2 карты осталось. Это лес и с самолетом карта. Я лес, кстати, вообще даже не смотрел ни разу. Лес сейчас будет? Жесть. Ну, самолет тоже, она какая-то дырявая, на самом деле, вся. С самолетом, которая... Ну, лесопилку я бы глянул. Там, считайте, совсем другой геймплей будет в лесопилке. Я и не видел даже карту-то эту. Толком. Самолет последний, понял? Ну, в лесу, я так понимаю, сейчас тоже дистанции, наверное, большие будут. То есть, как будто бы не ошибка сейчас опять ауги, да, брать?
Вайп? Нет, вайп в конце декабря будет. В лучшем случае. Мега обидно получается, ВП все игры закрыли в 0, а сейчас 1-2 летят. Ну, а чё обидно? Добро пожаловать в Тарков. Регион научились играть жестко, здорово, Максон. Да хрен его знает, ну просто бывает же, типа, в том же КСе типы могут просто отлететь в первых, ну, в начале сетки, а потом по нижней сетке просто разыграться на турнире прям и выиграть. Такая же фигня, что типы просто раскурились, разыгрались. Тем более, ну, они как бы на равных с ВП играют. Плюс, говорю, игра как бы, ну, рандом, как ни крути. Те же боты вонючие руинят в конце просто. Сейчас они с ВП прям, ну, ноздря в ноздрю играют. Кроме второй карты. Долго турик еще будет? Как я понял, одна или две карты если еще? Нет предзагрузки арены, то ты не в первой волне. У кореша вчера еще предзагрузка была доступна. Не знаю, техник. Ну, значит, мы откисаем, если так. У меня нету никакой предзагрузки. Да ни у кого, мне кажется, нет. Хрен его знает. Ждайте начала тестирования. Скоро. Put themselves on match point here at our head-high showdown, the very first tarkov arena tournament. They're only one map away from closing this series out, but this again was a very close map. Another Close БВП. Another 13 rounder and Gamer Legion once again. Нет, дропсы на официальный трансеток. Чат вайп скоро, какие дропсы? Вот вам делать нехрен. Вам что, вазелина не хватает, что ли? Дропсы, дропсы, дропсы. Дропсы. Через 2 недели вайп. Дропсы, дропсы, дропсы. Полутать болты с гайками на дропсах. Туалетную бумагу. Is slightly worse than the VSS. If everyone picks the surf kit, the armor isn't that good, so it doesn't matter. It's still a 2-shot kill to the chest. Plus, you get a grenade. You still don't get a headset. You also get a flashlight. So I actually think this is a really smart counter. Switched out the 3 core players from the VSS to this org instead. Народу вообще жестко. The recoil is lower. It allows people to hit those headshots more easily, and that sort of helped them as well get through. To be fair, with these tier 5 and tier 6 presets, I feel like we've been seeing less and less and less headsets anyways. Well, I think we've kind of talked about that before, where teams, they realize that, yeah, headsets aren't the end-all and be-all because you are in a team-based environment. Максон, что ты делаешь-то? Турик смотришь? Which is, you know, a Или чё? massive plus, so you're not having to rely on just what you hear. You should have trust for your teammates. Турик нет, не кончился, играют в финал. Тренируется. Надо мем с колючкой. ВП мало шансов по факту. Чё мало? Ну на равных ребята играют. Вторую карту они вообще 7-1 закрыли их. Так что, ну, чё мало. Сейчас выиграют карту и все, на третьей на последней карте решится и все. Единственный вопрос, что карта лес какой. Не знаю, как там они играются вообще. Ни разу не смотрел еще. Дропсы говно какое-то, 2 броника, разведки и улач. Что ты хотел? Это еще нормальные дропсы, брат. We have seen teams win out their opponents' map pick quite a lot, especially in this kind of It's been intriguing, you know. It's teams picking maps. Че, у них зал пустой, да откуда я знаю? Был сыграть в арену можно без загрузки основной игры? Я не знаю, ребят, ничего. Ну, наверное, это же как другая игра будет, по идее. Наверное, можно. Totally different ball game here. I mean, you did see some stuff in the previous one. Like one thing that's just totally overlooked with the VSS is that you do actually get a 6 times in your backpack, which they did start to use. So they could still do that on this bigger map. But it's going to be a Легенда. We'll speak about Samuel a bit more, but the presets that we'll expect to see on that map as well after a short break.
Вот в том месте под вертом там постоянно на префах типа друг на друга просто выходили. Сообщение на сайте Таркова реально приходит только тем. Сообщение? Какое сообщение? Я не знаю ни про какие сообщения. Леклоза добавили на арене колючку. Я думаю, он найдет, если захочет. Я думаю, там есть колючки. Найдет где потереться. Спинку почесать. Сейчас еще зарешает то, насколько ВП ментально будут собраны. Будут ли они волноваться, либо в тильте уже может то, что им одна карта до проигрыша. Сейчас это может зарешать еще. Типа пацаны молодые. И это может зарешать сейчас, что они просто уже в тильте будут, например. Тренера зависит. Ну, тренер у них Razer. Ну, и тренер тут по факту ни при чем, если они как бы... Ты все равно сам должен контролировать. Если чел уже тильтует внутри себя, и тренер ничего уже не сделает. Он может как-то их подбадривать и прочее, но если чел уже в тильте, там ничего не поможет. Ну, взбодрить, это такое, не знаю. Если чел уже в тильте, то все уже. Ты изначально не должен вообще тильтовать. С холодной головой должен подходить. А если уже чел тильтанул, его потом куда-то взбодрили, у него вот эти качели там. Он потом в катку зайдет, его убьют, и он опять тильтанет. Типа, ну, такое. It was the map that took the longest to be brought out in this tournament. We've only seen it a very few times. I mean, Ascend, they were the Sawmill, well, enthusiasts. They really enjoy playing that map, but for both these teams... BULLSEYE. Макс, позитив, спасибо за 2 месяца, бро. Держи кулачок. Спасибо огромное. Сайт EFT на логин лежит, хоть смысл там логиниться, если на сайте арены. Просто на полмиллиметра ниже находится. Я не могу пушку вот так опустить, я не могу этого сделать. Потому что мне что-то мешает. Что мне мешает? Мой огромный... Что это было вообще? Он в какой-то коробке был или что там было, я не понял. Да, я не видел этот мем. It's a totally different ball game, as we said. The points are really far apart, so the control is extremely important, and it's quite asymmetric too. It's very different. On some of the maps, you're just kind of waiting around to see whether it's A or B. On this one, A is like... А, не знаю, будут они, вообще не будут в этом году. Ну, будут, наверное. B is right at the bottom, and it's really tough to be down there without getting shot. So it's going to be interesting. Hopefully, we'll see a few different presets. Like you're kind of incentivized to bring something like the ASUS. We saw the Ruby kit be used 1 time. You get a 1 to 8 times on that thing, and it's actually pretty decent. Because if you go for the weapon spawn pickup, and it's a bolt action, as we've seen before, players kind of struggle with that. You just don't get anywhere near as many shots. If it's an SVD, you're fine, but if it's an SV98, you start to struggle a little. We'll have a quick look at some map footage somewhere soon as well to just showcase exactly what you meant. Those objectives being very far away from each other, being quite open as well. I mean, with Ascend being those enthusiasts for this map, we saw lots of sniper play coming out, the longer range weapons, the sniper pickups as well, as you mentioned too. But I feel like with Gabriel Legion picking this, it
really counters that aggressive rush playstyle that we see from VP. Yeah, well, you have to also remember there's an extra 30 seconds or so for the actual cap points to you know, get online and stay there. So it's a longer just because the map's so big. We've kind of, I want to say, repaired that off the loss of time that you have to try to traverse the grounds, that you still have a little bit more time. There's so many Смотрю different стримы, sidelines we've seen кажется, teams что set up, попал really на push straight into трансляцию the албанских B. вопросов. Терпения тебе, Булсек. Смотрю, волнуюсь. Вилмор, спасибо, спасибо, держи кулачок. Какие албанские вопросы, не понял. Спасибо, спасибо, бро, за поддержку. Yeah, exactly. We saw Chris really dominating on this map previously with the snipers, and there's some angles you can just lie straight down out of the spawn and see the enemy team coming through. So there's some really cheeky places you can go, but you want some CQB as well. We spoke about the difference in playstyle that this requires from Virtus Pro, because they like these clone trace maps, they like to be able to be playing fast, but what do you want to see from Virtus Pro, because they need to... Ну капец, тут просто, смотрите, это просто лес реальный. Тут вообще не укрытий, ничего. It's just a weird one because we haven't seen them play it, so you don't really know what their track record is for it. Вот эта карта вообще странно, наверное, играться будет сейчас. Сейчас все возьмут пресеты с какой-нибудь оптикой, например, еще что-нибудь. Масштаб непонятен, насколько она огромная, типа, картет. Teams preparing for the early rounds, and that's what you focus on, right? And they probably thought they stood a good chance. But then when these maps start coming out in the later rounds, like, these are probably the maps that if you are going to take a game against them... А, ну здесь какие-то укрытия, но все равно, смотрите, опенфилдов-то как бы тоже хватает прям. То есть тут укрытий в разы меньше, чем на других картах. Одна-две коробочки чисто стоит и все. Sawmill's weird because it's a little bit like Woods in the base Tarkov game, that it's typically seen as a sniping map, and it is. That's definitely true, but you need a mixture because the way that the terrain undulates, that's very unlike the other maps, because you can hide yourself down behind little bits of rock and behind a... Высотность разная, ну тем более, кто на ХГ сидит, тот всех видит, например. Another point as well is headsets. We mentioned before, because it is so big, it's going to be difficult spotting as well. There's a lot of foliage now, a lot of trees you're going to hide behind. You need to be able to hear your enemy, because there is those dips, there is those ditches that people... 3-2-2? В смысле, я не знаю, что такое 3-2-2. Знаю, конечно. Причем тут 3-2-2 вообще? Чтобы не знать, что такое 3-2-2. For this victory at our very first Tarkov Arena tournament, and you know, to take down that €50,000 prize as well for the first place. But it also is so close for Gamer Legion. It is about to be able to be grasped for them as well. Now we'll have to wait and see if they can close it out on Пейли, здорово, здорово. We need a final map to decide our victor for this tournament. I know Сейчас победят ВП, потом еще матч победят ВП. Посмотрим. Oh, and I think there will be people at home cheering for Gamer Legion now, not because they think it's the best team, just so the tournament is over. Что такое 3-2-2? Подставные матчи, когда специально сливают. It's going to be very important for them to also play what they see here, of course. Hands itching, and of course knees are trembling, hoping to finally be able to play Arena. Hap, we played it already. It was really good fun. Let's make the public jealous. Yeah, we are privileged in that regard. You all have to wait till we have a victor before you find out if you're in wave 1 or if you have to wait a bit longer. At least they already know, Hap, when it will come out. Yeah, and that is going to be today. After the tournament. Exactly. Just when we're done, like the moment we're done, they're just going to press live, and then hopefully everything will work. There's a big red button backstage. Yeah, and Nikita has it in a glass case as well. It's truly beautiful, truly the keys in a suitcase, you need to open it up. So Всех броники, у этого пакет из Икеи. Что осталось-то и надел? Yeah, the security is very tight here. It's scary, but what is also scary is that we're О, понеслась уже, что ли? Блин, она как будто бы реально огромная какая-то. Нифига, ВП, смотрите, все с калашами вообще. Тут тип один с РСАской вообще. Это РСАска, по-моему. РСАска, Ауги, М-ка у типа. Вереск. Вот Вереск на этой карте как будто бы вообще днище полное.
Да не, эта карта говно. Тут из этой травы ничего не видно. Вон они все в траве лежат уже. А почему? Что там за пресеты с калашами? А, они с этим, с линзой. Что за патрон? 7N40. Нормально. Как будто бы норм пресет. Не, эта карта лютый кал прям, я вам отвечаю. Ну, это реально просто лес. Тут ты даже нормально ничего зачекать не можешь. It's Chris, his favorite place to be in. Of course, not playing right now, but it's always good to keep in mind. Grenades still being tossed out. So far, no one really damaged by them. It's got to be a 4-on-3. Gamer Legion still having the player advantage, of course, partially provided by that ace with the second kill. Там точка захвата фулл дерьмо, челик с другой части карты сидел и снайпил. А, она прям в опене где-то, да? Тем более. Это карта с контракт Варса, по-моему, насколько я знаю. Албанских. В том смысле, что все тебе задают вопросы, на которые ты сам не знаешь ответа. А, понял. Но почему бы не задавать Да я привык уже к этому. тупыми вопросами? Сам бы уже всех нахер посал бы. Удачи. Спасибо, Вилмор, спасибо. Да блин, чат. It is not uncommon for this map to go over towards the cleanup crew and maybe even radiation every now and then. Just capturing is death on this map. You do not want to attempt it. Well, sometimes the B point can be taken, but A is so incredibly exposed. There are so many angles where the people can play around. Codex now shows his position, unable to get a kill. Believe a little bit of tag on towards Magic, but a little bit of a tag is not enough. And you see the fire Чатик, coming блин, past все из-за VP, вас. going for the objective take. They are going Коврик ham гибкий. on towards B. Raz takes down Codex, and VP wins round 1. Actually, incredible stuff on the B side, as said. More enclosed, so to say, a little bit more cover, especially from the long range. If you're more close towards A, it's very hard to get back in towards that side. Yeah, definitely is, and they managed to isolate. They managed to figure out where exactly these players are, and just decided to send it. It's like a single player we can cover. The other one is way too far removed to do anything with the kit that he's currently carrying. So, Virtus Pro, they get themselves that first round. We didn't quite see any of the Scav cleanup crew to come through, so you know, that's a nice bit of a change of pace. Oh, definitely, as we do now see Stranger Pink trying to move in, preps a nade for a toss, tries to at least get a little bit of control on towards the ditch right there. And the trench currently uncontested by Gamer Legion, but Rask will get the open kill towards Stranger Pink. I believe that's near the house, at least that's where Kakao was looking at. And that's VP again. The Spiders not really thinking this might be their map, stepping up, and it is on towards the Ruby, seeing ahead, trying to pop it out, but unable to connect just yet. And there's a player from his own team, very nearby, so you might want to say just push it in. Ладно, хоть не на клаву. Блин, уже второй раз на этот ковер энергетик пролил. Что, высох он теперь? No, last time VP was able to actually secure it. Question is, can they do it again? Or will Gamer Legion maybe even have a shot? The thing is, there is quite some optics, especially on the side of Virtus. Less so on the side of Gamer Legion. They only have two, with Daniels and Furlex. Неправда, я тут ни при чем. Спасибо, бро, спасибо. Я не договорил, типа, ты типа, если ну, как бы стримишь, ты уже просто привыкаешь к дурацким вопросам. Это такая участь стримера. Капец, катки долго идут. Еще только одну катку сыграли. Один раунд, точнее. Ну это прям кемперская история. Этот лес, это фул говно вообще, а не карта. Типа просто сидят в позиции и распикивают на дистанции. А точка захвата вообще в опене. Вообще бред. Ой, что-то пацанчик с эмкой прям перебычил. На широкую куда-то пошел от бедра стрелять. Ями, нету инфы. Не знаю, кому дадут.
actively picked this map is unable to really put a dent towards VP. It was the big unknown, and it's still a big unknown on Gamer Legion's side on how to deal with this team. Так, пока смотрим турик, ютубчик, прожимаем лайкосики, не стесняемся. А Twitch прожимаем по баннеру Сбермаркета. И участвуем в этом в конкурсе, в розыгрыше девайсов. Ты видел мой пост по профилю арены? Нет, а где? Где пост? Their favorite preset is on every map, and they'll just 4 times it and then have a little bit of a flavor pick just to make sure that for situational sets they are also available. WTG now with a nade on towards. Пожалуйста, включи качество выше. Так это самое высокое качество, брат. Как я тебе включу выше качество? Also setting up a little bit more explosion in towards the region of the A side, close to the right there. Ну включи. That might actually be the target they're throwing it towards. Yeah, more grenades being sent out. That one might actually bounce on towards it. Nope, won't be able to find it. Definitely did have a little bit of a bounce via that tree. But for now, just the single kill. It's on the side of Virtus.pro. 20 seconds before the capture does go live. That's what we're currently waiting for. And well, Gamer Legion, they're just going to have to find a way around all this. They're just going to have to find a way to make sure that they are able to get some kills onto the side of VP, because only 4 on the board currently, and the person who dropped 3 is already dead. Oh, the nade gets prepped. Codex throws it out high and wants to go for it. The A point unlocked. Gamer Legion close by, but they know. Виртуса пока как будто бы ведут, да? Реально, походу, сейчас 5-я карта будет. Не, ну тут просто у них на стриме мыло. Плюс еще через мой стрим качество портится. Тут, ну, тут ничего не сделать. Stranger Pig now hopes to move by as well, taking shots to the leg, still having both of them attached to him, but a lot of damage taken as Furex just being down on the ground. Ну, это ВМК тоже с оптикой. Bullets flying by, sharp noises as well, just popping, and Stranger Ping should be scared. Lags being hit up, and the same goes for that age. Профиль написано, позволяю. Вы получили игру. Вроде раньше другое было, и ссылка на скачивание лаунчера. Правда, не заметил, что там что-то поменялось. А, ну у меня нету ничего. У меня также ожидайте, типа, и все. He tries to outplay the Gamer Legion side. VP knows where they might be heading, and that Ace is able to take down one. Verlex goes for a second, and look at that, suddenly equal kills in just a quick succession. А, ну тем временем, смотрите, они в 2 на 2 остались. И сейчас все рандом. На кого сейчас боты сагрятся, те проиграют. Still, Virtus.pro members are quite close. They have the opportunity, the luxury to just wait for the scav fruit to start coming through, and especially as Rask tags up that ace, might actually want to go for an attempt onto the capture later on, especially once the other players are starting to be engaged by those scavs. Also now Silence Blue is still flying out, I believe. Magic is trying to fight against Verlex as well. Verlex being spotted out by these scavs in the lead-up crew. That Ace now takes down Rasis. Only Magic alive. Wants us to go on towards the side. Not really sure if that is the play currently. Takes down Furlex. Only one Magic left. Returning fire, but actually he goes down as he moves. Тут тапалка зарешала, конечно, такой дистанции. Что-то как-то Сбер на призы и пожмотился. А у нас на Алтае такой отель отстроил. Без негатива. Всем добра. Альпинист, спасибо за донат. Сейчас, ребята, с салфетками и бумажными протру, а то он долго будет. After being so dominant on the first 2, Gamer Legion now having the angles and able to fend off the chasing players. And the question remains, whenever the A side pops on, which we've just now seen, will it be the same again? Не стол, а ковер. Кирилл, спасибо за подписочку. Спасибо огромное. Держи кулачок. Благодарю. Just waiting. Oh, beautiful shot. A beautiful shot.
А, нифига, Харт у них тоже был с тапалкой? Вроде все с калашами были, нет? Зачем этот курсор мешает? Там все равно ничего не видно. Харт тупо всех раскидал вообще в Соляного в этом раунде. С тапалки. Так и был нижний не с калашом, понял, значит не обратил внимания. А, смотрите, у каждого калашиста еще F-ка есть. Жестко. And VP now leading the charge again, being able to recover from that last round where things just seemed to be sloppy, and Gamer Legion was able to get 3 kills in quick succession to come back in towards the round. And they need to do that now, just a little bit of attack on that ace, and again, just popping off some shots, not quite actually hitting more than just that first one. Kakaudo is going to be able to get that first one out. Этот прицел с линзой, он же тоже пипец кривой. Пацанам приходится с этим пресетом, с кривым прицелом играть. Не ламповые киберклеты, надо, чтобы 50 плюс лет было и повязки у всех. А, пузяки. Ну эта карта фул неинтересная, не знаю, просто лес реально какой-то. Все кемпят просто. Счет 2-1. В пользу ГЛ. Если сейчас Виртуса выиграют, будет последняя решающая карта с самолетом. Again, as you mentioned, they know where you might be. They don't want him to just, you know, stay there. So you could assume that they are going to push him at some point, or at least try and look out for him. As WTG again from long range as well, is watching down that trench, trying to provide some support over towards, I believe there was FMX that was inside the trench. Another spot coming through, not quite dealing enough damage to really do anything. Was it already a dead body? Oh, I think yeah, so. That was a dead body indeed. Well, he already dealt the damage earlier on, so don't need to do it now. But he is definitely on the objective. Не, у меня все по-старому, ждайте начала тестирования и все. Иначе как еще час сидеть ждать? Ну тут как будто Виртуса должны выиграть. Они как-то... Как будто бы лучше эту карту катают. Надо на сайте арены в профиле чекать. На сайте арены в профиле, да, говорите? Yeah, but Gamer Legion says we actually don't need to capture the point. We just need to hold it from the house, have Kakao support on towards that ace, Ничего нету. and then make sure that Codex might go for a little bit. Предзаказ, трейлер. Ничего не написано. Crew now coming in 2-on-3 in favor if Gamer Legion will be able to sustain these NPCs moving in. The AI is moving and the shots. А, не, вон написано: поздравляем, вы получили игру в профиле. Вы получили игру. Регион России и страны СНГ. В скором времени вам будет открыт доступ в бета-тестовских тарков арены. Следите за анонсами. Просим сообщить о любых обнаруженных проблемах, багах, проблемах оптимизации и нестабильности работы клиента на сервере. Центр поддержки. Вон такая фигня пришла. А так подожди, 19 ноября вообще написано, это вообще давно, походу, висит здесь, нет? Это старье какое-то просто. Это всегда так было? Понял, я просто даже в профиле тут не заходил никогда. Понял, чат.
come into effect as На well. почту должен Codex прийти. just going for the pickup, knowing that with the Fimple, at least he has a nade, he has a chance on shorter range, but he knows he also needs to at least play a little bit more careful because VP on range has just been incredibly deadly. Definitely has been hard. Has been popping off quite some heads. Currently on 8 kills already. Нету ничего на почте. Stopped him there was the cleanup group coming in to find him. Things are slow this round. Rask is trying to dodge the bullets as he tries to reposition. Not being hit. So that's good for him, but hard again with a one tap, this time on towards Codex. The pickup of the sniper seems to be not working out for him. Синоним не знаю. Dies towards the hands of the Ruby. Хз. VP 5-on-4 Gamer Legion out in the start. But 20 seconds till the point opens, and if it's gonna be B, Gamer Legion usually has a полноэкранный, да. side. Да, чатик. Usually on there. Neither Codex or Stranger Ping really been able to get into the fight. Not a single kill on the board. Когда вернешься в пабг? Завтра, Владимир. После вайпа. Something to keep in mind. Capture point open up. Is any of these two teams going to try? Финал, да. Or are we again going towards OWTG actually hit, so it might have been a wall bang on towards him if he would be in the house. B point indeed being active, hard looking for Little Red Band. That's a teammate, so don't shoot at him, as WTG was indeed in the house, throws in a nade towards the ditch, and the trench will be naded, will not. Перезапуск лаунчера. Я перезапускал, енот, еще здорово. And it will be covered up by Stranger Ping. A little bit lackluster there from Hard trying to move in, and as Magic's also hit, it seems that Gamer Legion is in the upper hand, and indeed with another kill, they seem to gain in this round. There's going to be a bit of a trade to come through. Все то же самое. Ruby, and this becomes more and more of a close quarters kind of situation right now. Of course, Verlick still around with the Grumpy, having the high magnification, but it is, of course, variable, as Magic will find Stranger Ping. Virtus Pro finding themselves back into this round, looking to find themselves with a 4th round on the board as well, right after they lost one, but the last bullet from Kakao enough to actually... Синоним, так я не знаю, могу ли я с холодной головой. 10 seconds before Cleanup Crew again comes in. Last time it was very detrimental for the side of Virtus Pro. Will they try and go for a capture as a result of it now? At the house, Verlick did not see the player at the house. He's in the entrance, and now I believe he's got on the spot. Maybe call it from his teammate. 2 в 1. Ну этого сольника сейчас рейдеры задушат просто и все. А, уже и типы душат. А, захватили точку просто. Или что произошло? Походу, да? В школе универе не было соревнований? Нет, да мы катались на турике всякие, когда в клубе играли, в КС. Мы местные всякие. В городе у нас тоже проводили турики всякие. As Virtus Pro again pushing through an early start is what they would be looking for, and Rast doing exactly that with a Pharaoh, but doesn't see anybody running past, so he might be realizing that everybody's going through the forest side of things. Well, Hard is again going through the forest, trying to Полоску видно. Четко бездушный. Чем это полоска? То мышку видно, то полоску видно. Почему эта игра на хайпе? Здесь есть РМТ-составляющая, когда запуск игры. Не знаю. Ты говоришь впервые на канале, но ты не впервые. Там бы написал, если бы ты первый раз на канале был. About 2 minutes before really we need to see any big moves to be made by either of these two teams. And Hart again starts it off, takes down further. Star. Counter snipe as you may, as the Grumpy, of course, with that big Superstar has been removed from the board, and this is what's hindering Gamer Legion. Really, they don't have all these, you know, big long-range weapons on the board. They only really have. Обе, я тоже не понимаю, зачем они тут нужны. Типа, видишь, все сидят просто, чтобы этот смотивировать к действию. Но просто эти боты, они так рандомно, они в одного просто агрятся в кого-нибудь и все, то есть рандом. О, хорошая залетела.
Что он с него взял? Тапалку? А, хэмку с оптикой. А, ну ВП как будто пободрее на этой карте. Короче, 5-я карта будет, скорее всего. Это нет. Если Легионы выиграют, то последняя. Если ВП, то будет решающая последняя. Most likely no longer any big cover on towards the B point. We need to force the issue. We need to make sure that we know where they are. They will move towards us. We have every angle. We have. Что за дырявый сервер? Так его можно понять. Ну нету инструментария же. Он тоже же не... Он видит то же самое, что и ты. X-Ray нету, миникарты нету. Он тупо не понимает, куда включать и что показывать. Но об сервере тоже можно понять, что он просто не вдупляет, что происходит вообще. The Pharaohs are throwing in a barrage, knowing where the players are. There's a kill on towards Kakao, at least a refrag, at least something to diminish the pain that Rask, his loss has caused. Или лап-карту найти, не знаю. Может и можно, хрен его знает. Another kill comes in from Stranger Ping. Codex is pushing up as well now. The way has been opened up for him. So Gamer Legion about to be finding themselves with a third round. If they manage to keep up the pace currently, 30 seconds left before the capture opens up. That is, of course, that point where everybody's watching for. Пипи Кринж, приятного тебе. Сколько раундов на одной карте? До 7 побед. То есть здесь даже они сторонами не меняются. Я не знаю, как они респы выбирают, кому какой респ, например. Может, монетку кидают, хрен его знает. Вот просто они встали на свои респы и до 7 побед просто играют. Тут даже ничьей как бы не будет. Really needs to be the hard cover, and I believe he heard him as well. A little bit of pre-fire coming in, and he still doesn't know where Codex will be. Needs to heal. Here's the shots coming out. Hard instantly going for the objective, saying, "Hey, Magic is deep. They are there. This is going to be our round," and they go to 6 VP with a very good map control. The Overwatch helping to actually. Что произошло? Точку захватили или что? Я иногда не понимаю даже, что происходит. Походу точку захватили 2 в 2, потому что были. Одни пикают карту, другие респ. Не знаю. А что тут пикать? Они Best of 5 играют, все карты. Хард точку взял, понял. Я просто еще отвлекаюсь на чат, и я порой вообще не понимаю, что происходит. И так сумбур. А когда отвлекаешься, вообще сложно понять, что произошло. 6-2. Ну тут все, ВП сейчас последний раунд забирают, и будем 5-ю карту смотреть. Quite heavily impacted and handicapped by that situation. 2 more nades flying. Will there be kills? Oh, that ace. Ну карта кринж, мне вообще не нравится. Лес просто, ну это вообще дичь какая-то. Все в траве, ничего не видно. Ну это прям точно не киберспортивная тема, я считаю. Сколько раундов для победы? 7, я говорю. 7 раундов взял, выиграл. Ничьей быть не может. Кто первые 7 раундов берет, тот выиграл. Oh, definitely is now a 5-on-4. Shots being fired at Stranger Ping. They know where he is, but they don't have to fight that hard. Stranger Ping now getting the kill in return onto its hard. Good shots here from that ace. Unable to get a kill, but at least tags up Rask. And they know where he is. I believe they also spotted out a second. And now the objective is being opened. Will it be A? Will it be B? It's gonna be, I believe, the B point. That means that Gamer Legion will actually have a little bit of a advantage with the village being in their hands, but then VP just goes for the point. Stranger Ping's like, wait, what? Сценарии какие? Вначале челы дерутся просто, время на файт дается. Все, выиграли. Потом, если никто друг друга не убили, дается время на захват точки. Если точку не захватили, тогда выходит куча ботов и начинается сумбур, все начинают бегать и уже кто кого убьет.
Боты тут, короче... Боты тут, короче, вместо зоны, грубо говоря, чтобы актив навести. Ну, боты вот такая система рандомная, конечно. Все, решающая карта. Получается, будет. Ожидайте начала тестирования. Маки что там, арену тоже смотрит? Просто будут кидать в тайминге на определенные точки. Я когда был в Амстердаме и... Запусти ставку. Ребят, тут есть из модеров? Просто душно становится. Я не мокрая, боже мой, бля. Ой, господи. И можно посмотреть турнирную сетку на сайте БСГ. Хунтер, запили одну. Типа, кто выиграет? Че, финальная катка? На последняя карта, на которой все решится, на самолете. Мисечка, здорово. Не, у меня пока нельзя. Да мне не дадут арену, как главному хейтеру БСГ. Есть свободные слоты, если как, блядь, да. Слоты не в том смысле свободные. Самую важную часть он уже знает. Кто делает ставки, не зная заранее исхода? Лохи. Так, у кого циферка перед ником лохи получается. Белес уже качает арену. Молодец. Я пока не качаю. It is currently 2-2 in map score between Virtus.pro and Gamer Legion, and we will need one more map to decide who takes the victory in this first Tarkov Arena tournament. And I know that we are seeing the final round now, but we wanted to see a comeback from Virtus.pro, and to be honest, Giga, they've already handed out punches in that very first round. Yeah, exactly. This one was super interesting. We were just confused as to what they were actually going to do on this map, and we saw a complete shift in strategy, which is good to see. They had a plan for this particular map. They changed over all the classes. You know, I mentioned about the Ruby previously. We actually saw one on both teams. It's one of the few that gets a really, really decent scope. This is the Schmidt and Bender 1-8. So that's got 8 times on it. It's an RSAS, which is, you know, one of the better DMRs in the game with M80, which is perfectly reasonable against class 4 armor. Totally fine. And we also saw the Pharaoh preset as well that we've seen used previously, a bit more flexible. It's got that holographic scope as well as the 3 times that you can just pull over, and some decent armor too. And so we saw 4 of those and 1 Ruby, which seemed like a really strong team comp, and they did great with it. Yeah, and it was the Ruby that was actually carrying VP for a lot of the rounds. It was a top fragger coming in from the sniper rifle, which apart from Chris on Ascend, that's the kind of the first time we've seen the snipers really start to show up.
For sure, and I mean WTG had a very slow start as well. You're talking more about specifically about hard really showing up today as well. Also a big change in headsets as well, coming with those change in presets. Yeah, exactly. You know, in this particular game, we saw every single player having a headset bar the ones that were on Calter. So on VP, we've gone from them picking Surf, having no headsets at all across pretty much the entire team, maybe one on Vimple, to everybody having one, which is just so much more important on this bigger map because the call-outs are harder. There's not as many landmarks. You know, it's the classic. Ты играешь круто, критика здоровая по большей части. БСГ не любят критику никакую. Хоть здравую, хоть не здравую. They understood the fundamentals in terms of how you have to attack that map, how you attack Sawmill. It is going to be much Калюнчик просто так совпало. have those long distance angles. You need to play to the meta, or you will get left behind. That is as basic as you can make it. You always have to give yourself the best advantages possible. We know for a fact those kits are great on that map, or they're maybe not as good in other ones. You need to pick what works, even if it is out your comfort zone. Yeah. I feel like that definitely didn't help out for Gamer Legion here. Some kits really made these players struggle. The Vimple kit as well, really taken a long time before they were finally able to find a kill. But as we said, we have one more map. That is Air Pit. We'll give you all the details you need to know about our final map after a break. Чираксов нет, не дали ничего пока. Сейчас, ребят, приду. Па-па-па. Арам, блядь. Ты чё, ебанулся, блядь? Вставай, блядь, салам алейкум. Пора в Fortnite играть, спишь, блядь. Рыжий Эдишн — это кто предзаказ арены оформил, у кого Edge of Darkness, по-моему. Типа там вот этот пресет рыжего будет. I am ready. Мы пока что не ready. Статус здорово, они не дали пока. Yeah, it's strange because we thought Sawmill was going to be the shoe-in just because of the playstyle, but I think just because of Air Pit, it's obviously got the two capture points and then obviously a little bit more open like Sawmill, but I think the biggest issue with that is if you are a team which is really good at controlling mid and teams know that, they're just not going to give you that choice because mid control, getting that plane is so important.
Yeah, it's quite different on this map versus Sawmill. You know, we saw Gamer Legion get caught out quite a few times where only their red dot players were left and they were just, the point got capped and they literally just couldn't do anything about it. Airpit's not like that, even though the 2 points are quite far apart. Нет, я не шерп и не эмиссар. Sawmill's up on a big slope and you know, A's up the top and B's at the bottom. On this one, A and B are both down on the ground and the airplane is in the middle, so you can cover both from in there. So you can actually get away with some of the closer range kids. Арену надо отдельно докупать, что ли? Если куплена Edge Darkness версия игры. Уксус нет, если у тебя максимальный пак, то не надо ничего покупать. Она у тебя автоматом будет, как DLC типа. Это una advertencia para todos ustedes. Я чекал почту, ребят, там ничего не было на почте. Sorry. We saw some Rota 2 earlier on Airpits. Yeah. I'm just joking. That was during the show match. One thing that you were spot on with though was that mid control being so important on this map. А, ну вот пришло, кстати. We did see Airpit from Gamer Legion. They really excelled. Что надо сделать? That map control. They were able to beat Ascend 7-4 on this map. That's a really good precedent for them. It does, but the issue is that we haven't seen VP play it. They haven't played it this entire tournament, so they've got that hidden the same way that they've kept Sawmill hidden, and look what they've done with that. The fact that they're going to have knowledge as well over how Gamer Legion like to play Airpit, they'll be able to know, okay, how many did they actually stay. Лаунчер только что перезапускал, ничего не было. Generally, I think the last time we've seen Gamer Legion played it, they only had like 2 guys, one above, one below, and that was really all they needed. So with that information, you could easily just flood the plane as best you can. Письмо 10 минут назад пришло. When your gunfights get the trades, then you have mid control. Yeah, exactly. We know that they like to control mid. They don't necessarily need to be in there, but they have all of the positions around the capture points and around that central section, so that if you're in there and you're in the wrong position, then you can get caught out. We know that you can get wallbanged through the side. They're good at information gathering. We're going to have to see exactly what they use in terms of headsets again. Are they going to go for more presets with headsets or just give them up? It is bigger, so maybe that works out, but it is easier to flag where people are as well, so maybe they'll just rely on team communications, give up the headsets and say, fine, we'll just take other parts for our preset that are better because we don't really need it. Да не будет доступно, так нет, скачивание доступно. Сама игра, скачивание. Из трея вырубить лаунчер, так он у меня закрывается в трее. Ну, он не остается в трее у меня. Он у меня закрывается. You'll then find the remaining players will kind of hide away in the shops and almost try and play to see if they can maybe get lucky, and the flag point will be in their side. That's what we've started to see a little bit more. I will say that especially with the circumstances with the previous 4 maps, even though it says 2-2 in the map score, I still think VP's been the more dominant side just because you look at the round count. Both the maps that VP have won, it's been so convincing. But then you look at the 2 maps that Gamer Legion won, it very easily could have went to VP as well. Yeah, it's been very tricky. I think VP, their playstyle, they're going to know the angles through, so they're just going to be super careful. Like I know we saw. Может, просто залогиниться надо? Блин, я опасаюсь выходить из лаунчера. Guys jump up and literally just get your head snapped off, and it's like it's a classic thing in Потому что он любит тупить просто, бывает. When you're playing, you know, usually there's no matchmaking in EFT, so you're playing against people. If you're in the top 1%, you're never playing against people of the same caliber as yourself. These guys are great, and they can just take your head off. Письмо прислали, да. Только смысл там от лаунчера, это тот же самый лаунчер. Надо просто, мне кажется, перезайти в лаунчер, maybe. Ну, типа, залогиниться по новой. Но это опасно, пипец. Don't forget the oxygen in case things really get intense, just to have a little bit extra. But I hear it's ready to take off, so please, everybody, fasten your seatbelts. We are headed towards the air pit. And you instantly see Virtus.pro go for a very heavy take into the actual airframe itself. Sniper being picked up as well from Rask just to provide some extra support. Yeah, follow the illuminated path for Def, and Rask almost takes off the hat of a Gamer Legion player, but Furlex in the meantime with the open kill towards WTG. That's the first one coming in, and Gamer Legion gets a second as well. Furlex moves up, gets another kill for himself, 2 already, and Kakao in the fight with Rask also deals a lot of damage.
Magic finding a kill right through the staircase, and that's basically been what we've been seeing every single time on this map. Just the opportunity to spray through everything. То же самое. Ладно, будем ждать, просрется может. If he was just a little bit earlier, would have saved his teammate there and actually would have put them in a 3-on-3 situation. Rask himself kind of low on HP as well. Needs to make sure he's not about to be banged himself. But he has to go for a play either way because they really need to get the frags in their favor. I believe Codex now taking on hard, as I did see a little bit of a helmet, but saying could go for Stranger Ping. 2 Vimples on the side of Gamer Legend, 2 Calters, and Stranger Ping eventually with a wallbang on towards hard. Вся карта как сито шьется. Ну типа того, да. It seems as everything just goes through. The last man standing, Rask. All his limbs are hurting. I hope he really brought some painkillers for that one. As he is waiting, the capture is in the meantime going on. Then he realizes, oh no, I'm on the wrong side of the map. He's not going to be able to actually go for it. Rask gets shuts down on his rotation, and Gamer Legion finds themselves with the first round. Now, for those of you watching, €100,000 tournament to go on, 50,000 for the #1. And there's only 7 rounds that they need to be gaining. Now, Gamer Legion already has the first out of those 7 on the board. It's literally do or die for either of these two teams. Как письмо, ну обычное письмо, просто написано, что поздравляем, вам дали доступ и все. С кучей текста. В смысле, как письмо выглядит? Just wanted to note this as well, is that Gamer Legion so much more versatile with their presets, taking in nades, taking in different weapons, just making sure they're set for every situation, whereas VP only has 1 culture with a nade, the rest is servers, a Stranger Ping already with the opening kill, and even Rask with his sniper can't do much about it. Figured they might have been able to make it work out there, as you saw, with that pickup sniper, but not really any hits so far. Keeps just missing the head out there, and his W2G's healing himself up right next to the body of his fallen teammate. He's going to look to see if he can do anything, but gets banged on by that ace. I'm not quite sure if that was a wallbang or someone from behind, but VP, not the best of starts. No, VP just doesn't know how to control this map, and Gamer Legion having a bit of experience already on towards this map and able to put it to good use here, as they are looking to extend their lead towards 2, and with 2 opening frags, no damage being taken, they are in such a solid spot, and VP looking through the belly of the beast, looking to see how they can return, but every angle is being covered by Gamer Legion. Rask holding tight near the capture point. Gamer Legion just having the opportunity here, having the man count to actually try and make it happen. All they need is to be around on the right corner. And for Max, he's ready to provide some support from one of the small towers out there, hoping to catch someone off guard. But the thing is, Gamer Legion advantage in any given way. You see Cacao quite close as well. Magic finds one before he Сразу на размен убивают. 2 players left on the side of Virtus Bros. Rask is going on a bit of a flank, is looking to retake the airframe to provide himself some support. FMX joining in as well, as both of them now finding themselves quite close inside. But of course they want to stop the actual capture from happening, as that ace shuts down Rask. FMX still fighting in the actual play. Needs to be careful to not be wallbanged right through that frame. It's so paper thin, like we said before, and Codex gives Gamer Legion their second round. Gamer Legion seeming strong, and they know the map, and VP seems to be out of their depth. Let's not forget, in the group stage, we've already seen Gamer Legion play this map against Ascent 7-4. Ascent able to fight back decently enough, and we dare to say this is one of their strongest maps. Of course, they were able to take Sawmill from Gamer Legion before, and I think it also helped Gamer Legion practice a little bit better on towards that map too. For sure, and Virtus Pro again back though towards their default kind of setups, and you're going to be questioning if that is going to be the right call later on, because we're playing more at range, we are playing with a bunch of wallbangs to go through, and if you need to wallbang with only 20 rounds in the magazine, it's not going to be working too well for you, as we see Stranger Ping trying to go aggressive right here, trying to send so many rounds down range. Ferlix will be able to fight, take off the head hard in a great shot and a great attempt to go through, and again, Gamer Legion find themselves in an advantage. Some beautiful taps coming in there, and I believe Codex trying to spot out some feet, hoping to then put in a wallbang or such, and then he will indeed get down Magic. Another kill for Gamer Legion, another 2-0 lead in players, and it's going to see if they will be able to take the trades in their favor, because they don't need to go for the outright aggression, but still they might have a little bit of a peak and do see Rask unable to hit, but then they know, well, he might be there.
We don't need to go there. We don't need to fight. We just wait for the objective to start and just take it. I mean, it's the same kind of plan that Virtus.pro is having right now, realizing they do not have the air. Блин, Отыч, последнюю карту играют. И что-то, походу, Легион выиграют. ВП что-то летят на самолете. Reload, only one full magazine left into the pocket, has to go and try and challenge this objective as he is being pushed, but he checks the wrong side. 3 seconds, doesn't get the kill. Gamer Legion find themselves 3-0. VP just seemingly confused at what is transpiring here. They just have no clue what's happening across the map. They don't know which point is active. They don't know how to get any control over any bit. And whenever JP, whenever they retake, they just get taken down by Gamer Legion. It will be a 3-0 and no stress whatsoever for the days. He knew there was cover. He knew that he wouldn't be peaked. And now we do see VP still struggling. Maybe those choices of the 4 serves has not really worked out that well. They're missing the util to maybe put a dent in towards Gamer Legion. And that is the crucial part of Arena. There is no swapping of these kits. You just have to make do with what you've chosen beforehand. They knew which map they were headed to. They had an idea, and so far it hasn't been working out. Gamer Legion really on top of what Virtus.pro is attempting right now. They struggle with taking control of the airframe, and that really allows Gamer Legion to excel at this map currently. Codex is trying to spot if a player might be a little bit more aggressive. VP might want to change the pace of the game just to hopefully get a little bit control back. And WTG now the open kill towards that ace. That's the first positive they've had at the start of a round. Usually they've already lost 1 or 2 players by this time. So for a change, they feel a little bit better. But still, they just don't seem to know where the control lies. Stranger Ping still in the airplane, still able to contest. Самое главное, чтобы еще этот арена, если сегодня поиграем, чтобы она настройки подсосала все бинды и прочее с Таркова, чтобы по новой эту байду все не настраивать. Арену дали? Ну, как будто бы дали, но скачать пока не могу почему-то. Мужик, здорово. Да не знаю, просто что-то новенькое поиграть. Почему нет? A clean-up crew, because that could not favor either of these teams. Fimple of Codex still trying to move through the belly of the airplane. Some bullets flying by, but not a hit coming through. Stranger Ping at the top, though, will be taken down by Rask, and luckily for VP, they finally make something work. Time is running out, though. Cleanup crew coming in, and FMX takes another kill. Now they must go on towards the point just to have a safe W. Ну, режимов много обещают, но пока вроде один только. Так, ВП взяли раунд. Нормально. Карт 5. 5 карт. That's what's on the line here, and for some this might be life-changing money as well. It's only the very first tournament of what we heard is going to be many more to come through as well. And if you show up as the champion now, you're putting yourself in that spotlight. You get yourself, well, maybe even invited back towards other tournaments, or maybe picked up. Циферки напротив имен. Пытаетесь, что ли? Ну, это киллы, смерти, ассисты, я так понимаю. Это количество патронов в пушке. Gamer Legion currently have the best cards. Этот самолет тупо весь прошивают постоянно. Мне кажется, что доступ начнут давать четко после окончания турика. Нет, так доступ уже дают. Проблема в том, что нельзя скачать. У кого-то уже качается игра, кому вот у меня не качается, например. Доступ уже дали, письмо пришло. Спасибо, Кокос.
Жиклочек. Да в смысле, как выглядит письмо, чат? Что, прикалываетесь? Письмо написано вам, да, поздравляем, вам дали доступ, и все. И там какая-то бурда еще написана. В смысле, как письмо выглядит? Вы думаете, вы не можете, не увидите письмо это, что ли, или что? 4-1. Буквы какие? And so far, every single map that has been won by Gamer Legion went to the maximum amount of rounds, 7-6 and 7-6. Whereas the ones that Virtus Pro have won were 7-1, 7-2. Может, очередь на скачку? Не знаю. Whereas they were also very close on taking the maps that Gamer Legion managed to find. And now they're going to be thinking about, like, what if we just played that one round different? What if we were able to turn this around? We would have already been there at this point and not won 4 down. It's going to be crossing your mind at some point, and it's going to be the art to try and lock that out and try and play Может, придет еще? Ракеш, спасибо за 50. Спасибо огромное. Trying to exchange some shots, actually deal some damage towards Rask is going to be pushing him back down towards the ground floor. Rask again going for the pickup of the sniper. It has not worked whatsoever, and again missing the shot. Taking a little bit of damage, losing a lot of ground because Gamer Legion knows, okay, that's yet another player that just can't make a move. And is his heart completely in the back already, or is he just waiting in his own spawn? It seems like the latter, waiting in his own spawn, scared of Gamer Legion pushing. And this tells a tale of VP not knowing what to do. They are all the way back. They're not putting in any pressure. And Gamer Legion is just given the map in that regard. Yeah, they have. There might be their latest strategy here to see if they can fight back in a little bit later because the early engagements they keep on письмо пришло электронное или бумажное. Because they're just pushing in alone, not really having anybody there to cover as FMX taking some shots as well from. Как давно тебе письмо пришло? Да недавно, минут 20 назад. It's going to be very tough for you to actually challenge that if you do not know, and they haven't, of course, played this map. Спасибо, Маракеш. It just means that they haven't had бумажный в нем диск. And the same goes for Sawmill. But they worked a lot better on that, a different kind of kit. They managed to outpick Gamer Legion, and it seems like Gamer Legion is outpicked Virtus Pro now. Yeah, Furlex is still in the burger spot, trying to keep a little bit of an eye on towards the A point as well, as Rask is currently shooting bullets in towards his direction. So they know VP at least has a player close, so they can't just outright go for the point. As Cacao gets tagged up as well, but FMX will go down to Codex. First kill in favor of Gamer Legion. Suddenly, VP is on towards the point. Hard gets a kill. Magic tries to fight for his life, and WTG will also support him. And that means it's a 3-on-3, but still the point not being taken. 2-on-3 now, as Gamer Legion is dying too hard. Playing control in the hands Ладно, of VP. кулак давай, не будет письма, буду тебя смотреть. Спасибо, Маракеш, спасибо. Минус точку убили. Че, не 1 в 1? А, 1 в 1, и это зачистка уже, да, вышла? Сейчас на кого рейдеры сагрятся, тот проиграл. Чекайте. Теперь вместо вопросов завай. Чатик будет задавать. Ох, он четко ему поставил нормально. Теперь вместо вопросов за вайп чатик будет задалбывать за письмо. Ростовский, спасибо. Ящики. Ящики, получишь ящики. Should be scared by Gamer Legion. Nades flying in again. Will they deal damage? No kills coming in just yet. And now we will see them fly to maybe great perfection. Просто всем, кто пишет про вид письма БСГ, каждый день штук 10 писем присылают. Да. Критик, спасибо за 2 евро. Спасибо. Я говорю, так сложно, типа, увидеть это письмо, что ли. No additional damage. FMX slowly moving up, seeing some shots being fired towards his teammate as he gets taken down himself. Rask gone hit as well in his arm.
He's going to have to wait, heal that back up. 3 on 5 right now. Gamer Legion looking to push themselves towards 5 on 2. Trying to get themselves 2 removed from the actual tournament. But I've consciously seen Rask get that sniper 3 times, and 3 times he's been hit. So there's no real gain for him and his team apart from him being spotted, them losing map control, and of course also possibly losing his life in the process. Well, definitely lost it now. Kakao will take him down, and that means it's only up to Magic and WTG now. They seem so untouchable, Virtus.pro, and suddenly they are crumbling at the hands of Gamer Legion as soon as the map number 5 has started to be played. He's finding himself very close towards the actual опасность, а Мэджика набреет. Не фулл пачкой контролят все. But instead he's going to be holding off. He's going to be trying to make sure that he's taking down any Gamer Legion player that's going out there, because of course they are 5. They have the opportunity to try and challenge that. He will get the very first kill, but he instantly has to move himself out as people are shooting at him from the airframe. He's going to go quite low. A shot through the head will end his life, and only WTG is standing now. Какой счет по играм? Решающая карта. 2-2. И походу легионы выиграют. But he gets taken down. No kill with that grenade, and there's only 2 rounds removing Gamer Legion from picking up that very first title. Понял, Патрач. А письмо тебе тоже пришло, да? Ну просто не качается. Tried what they could to make with what they had, but it wasn't too much. And Gamer Legion, as you said, also had a 5-on-2 situation, able to clutch it out in the end. Now 2 more rounds. They need to do something here. 2-5. Gamer Legion close to getting the title. Virtus.pro again were the actual favorites. The grenade being sent through again, going to be finding someone. No, it's Rask taking some shots. Though actually Rask finding the grenade, an instant follow by Kodak. Куда, Хард, ты идешь? Ну все, пацаны там поплыли уже, короче. Ящики и гранаты. Ящик в ящике. Получишь шиш. Да, сгроб, спасибо. Передаю привет своему любимому, который смотрит этот стрим и грустит, потому что в его компе проблема с материнкой и он не может поиграть в тарков. Я тебя люблю. Натали, анлаки. Поддержи своего любимого. Чтобы он сильно не расстраивался. Спасибо большое. You've basically sailed through the entire tournament so far. Up until this point, when there's only a couple rounds removing you from being second place, Magic finds a kill. Needing to find 2 more, or 15 seconds before the capture does go live. And Virtus.pro receiving even more damage. And still some fights going on. I believe FMAX also shooting some covering fire for his teammate. And now the objective has gone live, and Max still has control over the plane. A vital position here in towards the map. Will that ASUS or Ferlex be able to counter his angle, as Magic is still far away from the active point, but actually moves towards... Ну они зиги уже дают потихоньку. Мне только что голубь сел на окно с письмом от БСГ. Я вас всех люблю. Бедолага, хорош, спасибо. Спасибо за донат. Они уже начали выдавать, уже доступ дали, но пока что-то лаунчер тупит и нельзя скачать, короче. Кто-то уже качает. Virtus.pro, you have to make a choice. I mean, they don't really want to risk going for the capture point because it just broadcasts it to the other 2 players. Hey, I am on this big green fluorescent circle here. Come and get me. But instead it's going to be the cleanup crew. Я так и не понял, если статус синхронизируется с обычным тарками, то есть сейчас тарки прокачан, у того сейчас преимущество. Нет, тут свои пресеты, братан, будут. Тут твой персонаж вообще никак не участвует. Burger spot. Still no deaths. Still no scavs also being killed. Переустановка не помогает, говорят, переустановка. If you have to shoot at it, FMAX goes down towards that ace though. That is the frag they were looking for. And now only Magic stands. Only Magic against 2 as Ferlex is taking down the cleanup crew. And with them dying, of course the radiation might come in soon. And Ferlex and the Days both already being hit up.
It really comes down to whoever has the most healing at that point. And as Felix gets a slight hit, he's just going to be healing himself back up. That's no problem whatsoever. He just needs to make sure he doesn't get shot. A radiation any second now is going to start to come. Арена — это отдельная игра, да. Systematically, the HP will start to drain. Gamer Legion might actually want to go for the capture point before that moment, because otherwise they might not win that game. They do not know. As Magic takes down one, that Ace is the last one sending the radiation. Comes in now. Magic has more HP. It's really coming down to the healing game right now. Who has more than the other? And I believe that is a game that Magic can win. So maybe the cleanup crew will come in, or otherwise that Ace is going to have to actually find the fight. That Ace seems quite confident though, as the damage is coming in, and Magic now also being spotted by the cleanup crew for the first time in towards this round. That Ace just heals up a little bit more, but the radiation, as you said, is sticking. Радиация их дамажит. А радиация, чат, на всех картах есть, да? He is really dwindling down towards his health. And lost his stomach there as well. That's going to be very painful. So that is something that he kind of needed to heal up at that point. Тагила орёт, слышите, где-то? Not quite sure if that Ace is on a dead player as well that still had a kit left. The shots are now starting to come through. Who is that aim at? That's going to be the big question. I think Magic hears him. Magic does hear him, yes, but is he going to go for the actual push? He's definitely trying to go for it. Some shots are being fired. Ну, они слышат друг друга, как аптечки намотают. Сейчас Тагила Мэджиков шатает. Киберспорт, пацаны. Сюда нахрен. Чисто клатч один в один. Киберспорт. Сюда, гвоздь. Киберспорт. They could be your champions here. It's going to be the big question, and what will it take? Some early grenades again to come in from Gamer Legion to see if they can get. И банк 100к получает Тагила, да? Ой, жесть, блин. Ну, ГЛ сейчас все там. Сейчас ВП уже в тильте 100%. Сейчас легионы выиграют этот раунд и все. Ну, боты в конце катки, в конце раунда — это кринж вообще просто полный. Полнейший, я бы даже сказал. Гачка от минус получается. Да я так на рандоме воткнул просто. Ой, больно там кому-то было. Не, все, тут 5 в 2 уже без шансов. Ну, боты не дают сидеть, да, но видишь, на кого он сагрится, типа это рандом полный. Ну все, тут без шансов уже. Если ВТГ 1 в 5 не потащит. Типа сейчас точку захватят просто и все. Либо на размен его запушат. Все, захватили точку. Все, ГГ. Insane stuff here from Gamer Legion. They win the head-eye showdown. They win 50,000 euros. They are your champions here, and they will succeed in the end on their home ground. That's gonna be quite hell of a party. That's gonna be them taking the win. That was it from us. Thank you for sticking with us. We really appreciate the opportunity given to be with us here for this first EFT Arena. And what a story. Наши Virtus Pro были. Черно-оранжевые. 2-3 проиграли. Yeah, but don't go anywhere. Of course, we have Anne with an interview in just a bit. And thank you very much for being with us. And see you in the next round.
Да не, легионы жестко катают, как бы, ну. Тут как бы тарковский рандом, конечно, тоже зарешал, но, то есть, я бы не сказал, что как бы Виртуса проиграли каким-то нубам. Легионы жестко раздают. Ну, то есть, все как бы заслужено. Massive congratulations to you guys. You are the winners of the very first Tarkov Arena tournament. Now, I have a very special person with us on the stage because he is going to give you guys something for winning this tournament, of course, as well. I'd like to welcome Dima to the stage. $50 000 евро подняли. Все, осталось как-то арену скачать. Пока что никак. Yes, we 100% did. We knew from the beginning on we had it in us to win against VP, and even with the struggles we had in the best of one and the best of three, we still were motivated and tried our best, and it showed. All right, now I'm also very curious because we talked about VP being so strong. You managed to take down Virtus Pro. We thought they were going to win everything. What is the recipe? The КТ 1 миллион фантиков? В смысле КТ? Зайти все равно нельзя? Нет, так зайти-то понятно. Заранее скачать бы хотелось, просто чтобы не сидеть потом качать, когда все зайдут. Лаунчер через диспетчер закрой. Какая вообще разница, как его закрыть? Французы они, что ли? Легионы. The pressure might have got them, especially on the first game when we win Equator. I know it's their best map, it's their favorite map, and they lost against us, so I think it was hard for them at this point. КТ, сиди, не пукай. Bay5 pretty good, they destroyed us, but we managed to came back on ball. We knew we were gonna lose somewhere because it's not our Демона надо вместо Тагилы. Air pit was their worst. Не надо. Дасгроб, спасибо, спасибо, бро. Was nice. Sounds like a very good recipe. Thank Nice, you so Ogrit. much. Now, I'm also very curious because you guys have won the very first tournament of Tarkov Arena, as we said. How are you feeling about the tournament in general? Hard question. It was great. We had a great time. We came here to. Или у них солянка какая-то интернациональная? We went here with a lot of confidence, and yeah, VP was really rough. In Bay5, they countered us pretty well, which was well played from them. The tournament, I mean, yeah, it's awesome to be here. The crowd was really good as well, and. Ну тот по акценту точно француз был, который первый базарил. I can't wait to look further for more tournaments. Yeah, without a doubt, you will see us in the arena scene. Sounds very good. Thank you so much. And I heard as well, you guys В интернетах написано просто Европа. Понял. Ну, как солянка, походу. That is very promising for the future for you guys to come. Are you proud of your players? I'm very proud of them because you can actually say they can teach themselves if you want. So I don't know if they actually needed a coach because they did all the calls themselves, they did all the strategy themselves. But yeah, having some mental support, I guess, also helped because yeah, they actually pulled it off. So. Good job, guys. They did good job, guys. Now I'm going to ask you guys to find a spot somewhere on the stage where you're comfortable because we're going to have a lot more people joining us on the stage. So if you could find a spot where you guys can stand together and be comfortable, please do so because I'd like to welcome a few more people to the stage. Привет, бро. Хотел спросить у тебя, как ты учился в школе? Хорошо или плохо? Просто у меня сейчас экзит и напрягов. Хорошего стрима. Ты лучший. Скит, спасибо за сотку. Я троечником был. Ближе к 9-му. Я никогда не любил учиться. Я хотел гулять, хотел играть на компьютере и в приставки всякие.
numbers. You're already better at doing those numbers than I am, and bringing up all these storylines, setting up everything for the team. So thank you so much for that. It was a pleasure having you two here with us. Thank you. Мне кажется, все стартовали хорошо, а потом чисто в тройках сидели. А, ну до 5-го-то, может, 5-ки, 4-ки там, да, были где-нибудь до 5-го класса. А потом нафиг надо. В итоге стал заводчанином, да. Guided us through these games very well. Some very short, some very long, but you gave us all the information that we needed to know exactly what was going on at any moment in the game. And it helped us a lot. Thank you so much for talking us through all of the games. It is much appreciated. I'm going to ask you also to move to a spot somewhere on the stage. And I actually kind of want Game Elite a little bit closer because you are the main characters. You guys should be coming back Топ-1 взяли, да, Фатратыч? with us, please. Yes, you could do so. You are the main characters. Я же топ-1 рейтинга взял. Что, у тебя такая же фигня, да, Фатратыч, так и не качается? The team behind Escape from Tarkov, the team behind Tarkov Arena as well. I'd like to welcome some members from Battle State Games. Дима, а почему Легион всего Альпинист, 50 евро подмел? Призовой фонд был вроде бы 100к. Ну, так за второе, за третье место же еще надо призовые давать. Поэтому первое место 50, второе там 25, третье, я не знаю, 1010 дадут, может. По местам же разбить надо. Это общий призовой фонд. Геймер Легион выиграли 3-2. Right, there are a lot of thank yous that we have to say, but I also heard that Gamer Legion first off want to say a thank you as well. So yes, we went with the idea to do a good team, and I think these guys are the best in the world. And вот это тоже француз. So we will keep working as we did yesterday. Yesterday we had a really rough time against VP. We went, we talked together, we reviewed what we had, and we did what we had to do. What we had to do. Надо выходить, пацаны. Yeah, I would like to thank GL, obviously, because they made us so. They made us incredibly comfortable, and I think they're a factor of our wins as well. And братан, не пиши так, пожалуйста, осуждаю. You all did great, and thanks to all of you guys as well, and thanks to BSG for the amazing event. And I'm looking forward for the next ones. This is very wholesome. That was really, really nice to hear from you, obviously, but also indeed to thank Battle State Games for the amazing tournament that we've had, for Tarkov Arena as well. I'm sure everyone's so excited to start playing Tarkov Arena. Как ты понимаешь, он француз, в смысле, по акценту уже понятно. Hey guys. Oh wow. Hey guys, we really appreciate that you were with us. You were with us these 3 days. Insane. Разработчик. Absolutely great. An amazing tournament. Thank you very much. Congrats, GL. You're the best today. Yeah. Thank you very much, the whole BSG team. We did it for you, and I can officially say that we just started the first waves. Готов к фризам и регам. Триада не готов пока, не качается игра пока еще. Там солянка у КС-2 состава Геймлион есть игрок под ником Киос, говорит на френч, инглише и на русском, причем хорошо, а сам он сбили. Понял. Не, ну КС-то типа интернациональный, тут там может и любой другой состав быть. In 2024. Thank you so much to everyone here and everyone at home as well for watching in this weekend with us, watching the arena gameplay. Go enjoy the game. Блин, кстати, может реально VPN врубить попробовать что-то. In 2024 for more Tarkov Arena. Так, надо музыку навалить. Все, минус 1 очко Гриффиндору. Минус 1 очко Гриффиндора.
Макс уже качает? Какой Макс? Who is Макс? Надеюсь, понятно. Если соображаете, Лозыч? то будет понятно. Понял. Если непонятно, значит не соображаете. Если хочется соображать, но не получается, попробуйте подумать. Если думать не получается, ничего страшного. Не, VPN не помогает, такая же фигня. То же самое пишется. Шкибиди-доп-доп-доп-доп. И нам узлов включи? В смысле его нам включить? А, у вас не играет? Сейчас надо браузер перезапустить. Сейчас заиграет. Тут то, что я приколы вот эти всякие делал, а оно, походу, да, иногда почему-то не работает. Сейчас заиграет музыка. Я думал, у вас играет музыка, чат. Все, четко. Запомни, братик, кто не падал, тот не поднимался, кто не срал, тот не подтирался. Да я, ребят, рад за всех, кто зашел в арену. Я-то чё? Ну, я-то что сделал? Я рад за Мазу, рад за остальных, кто уже зашел. Что дальше-то? Не от меня же зависит. Видишь ящики, грузи в ящики, закончишь, получишь ящики, потеряешь ящики, получишь ящики, Шиш. кончишь в ящики, получишь шиш, кончишь. Получишь шиш. Не, VPN, короче, не помогает для скачки. Че, у тебя Фатратыч тоже не качается, да? Музыки нет на ютубе, она на твиче только играет. Можно, блядь, сфоткаться и автограф, пожалуйста, вот здесь, на жопе. Нет, нет, не на жопе. Вот тут, на сиськах. На сиськах мне распишись, брат. Димон, бро, привет. Как ты? У меня вопрос, когда-нибудь будешь стримить? Санта, наверное, да? Бро, спасибо тебе огромное. Папк, да я наигрался в него, бро. Спасибо тебе за косарь огромное. Спасибо, братиш. Я в папк наигрался уже в свое время. Уже неохота, если честно, играть. Поэтому, не знаю, я захожу очень редко так иногда. Разок поиграть. Пока не тянет, если честно. Есть чем заняться. Ту-ду.
Сидим, пердим. Да сообщение на почту уже давно пришло, час назад уже. Жаль, что свой гир нельзя будет взять. Позволяю сервы за бортом. Да не, дадут, просто она что-то тупит у них, как обычно. Это же Тарков. Это не у меня одного так. Многие жалуются, ну, там... В телеге, что у них такая же фигня. Типа, письмо есть, но скачать игру не качается. Влад то же самое говорит в комнате. Тоже не качается. Джетнас, да почта есть письмо, говорю, он уже час назад пришло. Дима там в группе пост выложили. Типа тестирование арены стартовало и внимание. Первая волна игроков начнет играть уже сегодня. Типа они разделили на несколько этапов, что ли? Да, так это изначально они говорили, что волнами будет. Чисто первая волна сегодня, не все получат доступ. Но мне это письмо пришло, я его получил, я просто не могу скачать игру. Там амуры пацаны бунт в чате подняли из-за того, что кому-то дали, а кому-то нет. Кондуктор, да, честно, вообще пофиг. Ну, типа, пускай хоть что там поднимают, мне без разницы. Спасибо, бро. Патьянс разложить пока ждем. Такое. Буяныч меня последним пустит. Чисто в 3 часа ночи, когда все уже наиграются. Здорово, Twitch. Им, наверное, пофиг на игроков. Да не, у них просто что-то лагает, как обычно на старт. Время вайпа там лагает, и тут то же самое, просто не вывозят серваки или еще что-нибудь. Либо баг какой-нибудь. Сама суть, что доступ дали по ходу самым удобным, кто не будет сильно прожаривать. Кондуктор, да нет. Дать-то дали же доступ, просто я скачать не могу. Ну, фигня это все.
Тот же лендмарк, типа, вон, говорят, тоже скачать не может, сидит, пердит. Это просто какой-то баг у них, или просто серваки там, не знаю, не вывозят затуп какой-то в серваках. Отрицание. Не, перелог лаунчера не помогает, я пробовал. Вряд ли это поможет. Переустановка? Я и не собирался переустанавливать в Тратыч. Я пробовал выйти, зайти, типа разлогиниться в лаунчере, это тоже не помогло, так что пофиг. Как думаешь, в конце вайпа будет все по рублю? Будет, наверное, что не будет. Сервера заняты, Никита на них уснул. Никита в Ганновере чилит после турика. Здорово, Фрибас. Надо сходить, чаечек забабахать пока. Я надеюсь, что проблема с рассылкой такая клоунада, что они начали в волны пускать игроков. Они подготовили сервера. Оформил предзаказ, написано. Ранний доступ к ЗБС, доступа нет. Зато стримеры сидят на стриме дундука и строчат в телегу БСГ, чтобы им фастом доступ выписали. Ксио, так это ничего не даст строчить в телегу. Понимаешь? Может, реально надо зайти в Тарков и выйти из него? Письмо пришло, но в лаунчере wait for start. Мне даже скачать не могу. Мне пришло письмо еще час назад, но я просто скачать не могу игру даже. И у многих такой баг. Просто не качается. Бля, у них такой же долгий поиск, как и в Таркове. Эц. А там просто квартиры, наверное, либо серваки еще не все работают, либо народу мало. Ну, сейчас-то пока, что там, понятно, долго будет искать. Типы, кто зашел, сидят пока в менюшке разбираются и прочее. Плейлист с музыкой нигде, брат, это просто рекомендации с Яндекс. Чтобы заработал, нужно зайти один рейд сыграть и появится арена. Да не, это бред. Я просто зайду в игру и выйду из нее сразу. Булс, ты можешь на сайт войти? На сайт? На сайт Таркова, что ли? Ну я залогиненный там. И на арене, и на Таркове. А чё? Сайт арены упал. Понял. Ну, это дефолт, ребят. Кто-то думал, что все будет четко. Ну, это, ну, ожидаемо, что что-то упадет, что-то работать не будет. Это и так понятно. СМТ, спасибо, бро, за соточку. Спасибо. Говорят, вон упал сайт арены, походу, видимо, поэтому ты не можешь зайти. Письмо на твою почту должно прийти, которое у тебя привязано к аккаунту, к лаунчеру.
Для тебя забайтили на катку, кеку. Не, я же сказал, я не буду катку играть, я просто зайду, выйду из Таркова. Может, поможет как-то. Я не собирался играть. Скоро. Скоро. Тебе на сайт промик нужно ввести их письма на почте. Какой промик? Там нету никакого промика, чат. Чего вы выдумываете нахрен? На почте просто письмо, что вам одобрили бета, ну, эту арену и ссылка на лаунчер. Там нету никакого промика. Чего вы от себя чину выдумываете всякую? Какой промик нахрен? Говорят, кто у егеря письмо не забрал, тому арена письмо не приходит. Ага, Квертик, именно так. Спасибо, братиш. Все сделаю, но не сегодня, не завтра. Скоро. Бублик не буяновский. Да не нашел я буяновский, такой только нашел. Пойду я чайник поставлю, ребят.
Тони, не знаю, нету сейчас игр нормальных, чтобы играть на full тайм. Сноси винду. Я думал, с Day Before это скам года, но нет, всегда найдется рыбка покрупнее. Пам-пам-пам-парам-пам. Что-то из анонсов игры есть любопытное? Именно мультиплеерного нету ничего. Так я говорю, Лэндмарк тоже сидит, пердит, ему тоже не качается у него. Это какой-то баг, типа, либо серваки просто мертвые у них, непонятно, из-за чего это зависит. А чем лаунчер перезапускаю, чтобы здесь появилась кнопка «Скачать». Для этого. А, он уже зашел? Понял. Письмо приходило, да. Давно уже. Ну, Пионер это какая-то, она неизвестно, когда еще выйдет. Во-вторых, ну, непонятно, что там по итогу. Пусильда, здорово. Я не знаю, как они раздавали. По какому принципу. Каждый день же раздавать будут. Я не знаю, ребят, ничего. А ничего там не написано, какая волна. Там написано, что вы получили доступ к арене. Ожидайте, типа, скачки и все. А, или типа не ожидайте, а типа скачайте игру в лаунчере. Типа там ссылка на лаунчер. Типа написано, если лаунчер уже у вас установлен, то просто скачайте игру. Что-то типа того. У многих так, оно просто не дает скачать, короче. Доступ-то есть, просто игру не могу скачать. В какой волне, не знаю, там ничего такого еще не написано. Чел, что за клип ты спамишь? У них серваки мертвые просто, что на скачку, что вон варенье.
Понятно. Все висят просто. Так что можно и не торопиться, на самом деле. Там все равно не играбельно пока, походу. Да я перезаходил и в учетку, и в лаунчер, типа... Ничего это не помогает. Ну что, за day before? Надо просто файл подкачки побольше поставить, тогда она начнет скачиваться, наверное. Скачка, подкачка, это закачка, это как-то должно быть связано, я думаю. Просто этот доступ можно было дать заранее, там, я не знаю, за неделю хотя бы, и постепенно давать доступ на скачивание, на предзагрузку, а не так, не за 2 часа до запуска, и там все нормально было, наверное. На почте просто сообщение о доступе приходит, и все, там не надо ничего подтверждать. Братан, это не я не неудачник, а у кого-то руки просто из жопы растут. Если письмо не пришло, то можно спать идти? Не знаю. ДС? А что мне там делать в максимум ДС? Я вообще Влад звал играть, но он тоже, по-моему, скачать не может. В тарков я заходил, выходил, ничего это не дал. Так, пойду, что-то у меня чайник вскипел, пойду кофе забабахаю, еще приду.
Короче, Лэнд писал разрабам, ему дали доступ в секунду. Понял. Осталось немножко подождать, чат. Скоро скачается, по-любому. Начнет скачиваться. А, Владзе он тоже скачал уже. Только зашел в игру, видимо. А, нет, это он Лэндмарка смотрит. Владзе сидит, пердит, значит, тоже. То, что в нике PUBG, думаете, из-за этого не дают, да? Думают, пабгер какой-то. Хорошо. А куда ты добавил? А, ну ладно. ВК потом. Менюшка, конечно, варенье выглядит прям вообще не очень, если честно. Зубами, блядь, вцепились! Держимся, блядь! Дима, уже топ-1 взял? Вижу. Перезагрузись. Вижу, мужик. Полностью почисть процессы лайнера. Вижу, Дим. Вижу. Я уже взял в рот с этой ареной, как видишь. Тоже сижу с кнопочкой скоро. Скоро. Ох. Что за загрузка посреди экрана? Спиннер Буянова. Назначение клавиш SSU по новой настраивать нужно. Жесть, вот это кринж. Я думаю, можно конфиг просто из Таркова, ну, в папку зайти и конфиг перекинуть с Таркова в арену, хотя бы управление. Я думаю, там должно подойти то же самое все. Триггерит, штука тебя, это да нормально вроде. Тем временем без геста своей ареной. Да. Понаблюдать за теми, кто зашел, наконец понял, почему они сторону не выбирали. Твою тиму каждый раунд меняют туда-сюда. А, типа каждый раунд респ меняется? Понял.
Блин, так это непривычно, только к одному типа привык. В сценарию бац, у тебя другой рез. Каждый раз надо перестраиваться, тоже тупо как-то. Письмо должно прийти на почту. Если оно вам не пришло, скорее всего, и не придет уже, мне кажется. То есть именно... Письмо-то пришло, проблема с тем, что игра не качается. Что ему помогла перезагрузка компа и очистка процессов. Ага. Бредятина очень полная. Вынос мусора и уборка квартиры. Я так понял, что игру смогли скачать только жополиза Буянова. ЧТД. Аноним, я не знаю. Кто там ее скачал, кто не скачал, я не следил. К несчастью, у Battlestate нет денег на разработку игры. Больше обновления выходить не будут, а все потраченные средства будут отправлены на новый бизнес Буянова по изготовлению пельменей. Сайкона, спасибо за донат. Шо. Welcome to Urina Пассоны. Welcome to Urina. Краймера, спасибо. Спасибо за донат. Огнемет просит ребутнуть ПК. Думает, что служба висит. Огнемет? Да фигня это все. Что там не висит? Ну я ничего не теряю, у меня стрим-то не дропнется. Давайте ребутну, пофиг. Но это ничего не даст вообще 100%. Нет, могу. Сейчас меня не будет слышно немножко, пока комп прибутается. Огнемет это фигня. БГГ.
Так, чатик, меня слышно, да? Меня слышно, музыка играет, все нормально. Аналогичная херня, то же самое. Сейчас я окошки открою быстренько. Так, чат в отдельном окне сюда. Нанупока, я знаю, что у всех такая фигня. В личный кабинет на сайте арены. Так там ничего не пишет. С интернета, девка. А чё у меня? А, нашло. Пара-пара-пам. Ой. Чё тут? То же самое все написано. То, что вы получили игру якобы и все. Сделай название арена завтра. Вот, письмо. Старт закрытого бета-тестирования. Поздравляем, вас выбрали для участия в закрытом бета-тестировании Escape from Tarkov Arena. Следуйте инструкциям, которые содержатся в данном письме, чтобы подтвердить свое участие. Для участия в закрытом бета-тестировании скачайте лаунчер по ссылке ниже или в личном кабинете в официальном сайте игры. И ссылка «Скачать лаунчер». Если у вас уже есть BSG лаунчер, вы можете сменить тип игры на Escape from Tarkov Arena в левой части лаунчера. Все, ничего не написано больше. В лаунчере написано «Скоро». Думаю, что к концу года дадут. Угу. То же самое, все, никакие перезагрузки ничего не помогают, скам это все.
Учитывая, что это, может быть, лаунчер по ссылке уже скачанный чем-то отличаются. Да не, у людей же качается нормально. Это именно затуп какой-то в серверах или что-то типа того. Так, какая разница, я переключал уже 100 раз, ничего не помогает. Перекачивал лаунчер, тоже не качает. Угу. Как говорится, отец знакомого работает в СК. Сегодня срочно вызвали на Дримхак. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за рыжий эдишн. Сейчас едем куда-то далеко на улице Таркова. Не знаю, что происходит, но мне кажется, арену не дали. Командант, Первую спасибо. волну папали только представители нетрадиционной сексуальной ориентации, думай. Ну а так интересно получается, что разрабы вместо того, чтобы на недельку арендовать побольше серваков, чтобы завлечь игроков и носить лояльность, тупо забили болт. Ну, да, ну это дефолтный старт для BSG, то, что все отвалилось, и ничего не качается, ничего не работает. Спасибо, Аноним, за донат. Чатик, кто на ютубе сидит, напоминаю, что на Твиче, если что, музыка играет. На Твиче не так скучно ждать арену. Под музыку. Па-пара-пара-пам-пам. Игра будет или в телефоне позалипаем? Нельзя скачать, какая игра-то должна быть. Угу. Арена типа КС 5/5. Ну, грубо говоря, да. Угу. Па-па-па.
На почте будет письмо. Давай, Очки, да может, не, в чё очки поддержку играть? напишем. Не зря там кнопка есть. Помогут, наверное. Ага, помогут. Там у них сейчас, знаешь, сколько они таких типов написало, то описать бесполезно сейчас. Где мое поиграть? А мое где поиграть, Макич? Тебе письмо, кстати, пришло, нет, на почту? Что ты бета-тестер или нет? Поиграть не пришло, но у меня также. Много у кого типа такая проблема, что даже игру скачать нельзя. Лаунчер лагает. Пу-п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 у. А Влад тоже не скачал еще, да? Нет, тоже у него это байда. Письмо, да, приходило.
Понял, сырник. Го улица, я не думаю, что сегодня что-то дадут. Да, я не хочу в Тарков играть. Если сегодня не дадут, где-нибудь в течение часа-полтора чилить пойду просто. Норм замесы, правда, все сидят. В школе, как обычно, наверное. Шарапов, что такое нет? На что он ответил нет? На это сегодня типа получить еще возможно, и он написал нет? Понял. Ну, чуть-чуть посидим, часик еще попердим, нет, да пойдем чилить.
Письмо, да, пришло. Серваки в пиве просто. У пацанов опять. Ус, передавай привет чатику Твича. Чатик Твич вам от Ютуба привет. Ютубчик вам тоже привет от Твича. Чернобыль в EFT чате писал, что кому не пришло, уже не придет. Что не пришло-то? На почту или в лаунчер? Чё не придет-то? ВЗ новую нет, не играл. Да как-то неохота в нее играть даже. Перезайти лаг? Я пробовал, не помогает. Типа логинился, выходил, обратно заходил. Фигня все это. Да Лаунчер переустановить. Переустанавливал. Почта это фигня все. Внутрь этого лаунчера. Закрывал, открывал лаунчер. Открывал, закрывал лаунчер. Потом закрывал, закрывал лаунчер. Потом открывал, открывал лаунчер. Потом лаунчер, лаунчер, лаунчер. Вот, потом нихуя все равно не помогло, короче. Лаунчер, лаунчер. Маза, какого на вкус Буяныча? Братан, не надо такие донаты писать. Скоро киберспорт уже будет по запуску лаунчера. Кто будет жестче лаунчер запускать и жестче скачивать арену. Димас года мог. Шарапа, спасибо. Не хочу дымок я слушать. У меня и дымок уже под жопой будет, что я поиграть в это говно не могу. Спасибо, Шарапов.
Да следующая волна, я не знаю, брат, я даже не знаю, когда первая будет. У меня в стиме десятка 2 игр в виш-листе со статусом «Скоро выйдет». Года по 3 с таким статусом висят, а тут всего-то пару дней подождать арену. Можно чилить, как мне кажется. Никуда она не денется. Посмотрим, Дим, посмотрим. Я тоже пока особо не тороплюсь никуда. Посидим, подождем. Видно будет. Спасибо тебе огромное за донат. Чат, зачем мне кого-то чекать? Я сам хочу поиграть. Нахрена мне кого-то чекать? Хотите кого-то другого чекать, идите сами чекайте. Зачем я должен это делать? Сколько я так сижу уже? Ну как, турнир закончился? Когда он закончился уже? Ну, больше часа, наверное. Дим попробует итк вдруг прокатит. Ага. Хичкок, спасибо, бро, спасибо. Я думаю, тут это не поможет. Первая волна получила. Так я его получил, мне пришло письмо. Я просто эту игру тупую скачать не могу, понимаешь? Я получил доступ. Просто она не качается. Не, Иван, не хочу разгадывать такое. Здорово, Бис. Да, стрим по лаунчеру, вообще кайф. Я уже готов прямо сейчас на турнир ехать по открыванию и закрыванию лаунчера скоростному. Я бы выиграл, думаю. Тарков на максималках. Я рад за тебя, Максим. Для меня пока это скам на максималках. Пара-па-па-пам. Тренируй кисть. Ага. Окей. Иди сам тренируйся, Максим. Брат, если не качается, попробуй пца.
Протеины креатин. Спасибо, бро, спасибо. Ускоритель опыта на прокачку поставить, может, та скачается, да? Я с первый раз закрыл и открыл, как ты, и установка появилась. Ну, а я уже его 1000 раз, наверное, открыл-закрыл. Ну, не 1000, конечно, поменьше. Не, VPN пробовал, не помогает. С VPN такая же фигня. Через диспетчер? Без разницы, я пробовал, ничего это не дает. Какая разница, что так ты его закрываешь, что так? Который не для игр, а полноценный. Ну, и обычный VPN. Какой-то он у меня iTop VPN я врубил. И фигня все. Сколько можно объяснять, блядь? Игра на Сколько можно? разработки, блядь. Не звоните мне. Не звоните мне сюда больше никогда, блядь. Комп перезагрузи, перезагрузал уже. Топовые советы от чатика сегодня не будут прекращаться, я так понял. Син делал уже, не помогает это. Кто не срал, тот не подтирался. Ну да. Кто арену не выпускал, тот не обсирался, да? Давай, Хунтер. Давай, доброй ночи. Максим, спасибо. Да, советы вообще огонь. Many people ask me, Nikita, will be
Да блин. Ты же несколько паков покупал? Ну, один у меня самый дешманский какой-то там. Я даже не помню логин. А, я логин, я этот, друг с него катает. Здорово, Алексей. Да, тоже не качается. Можно было спокойно спать, турнир этот вонючий не смотреть. Я из этого босс... Все равно в интернете сидишь. Из этой сраной арены сегодня 4 часа только поспал, блин. Встал специально пораньше. Здорово, будка. Кадры, которые вы сейчас увидите, поражают своей жестокостью и равнодушием. Па-пара-пам-па-пам. Моти, это который? Который про лайк говорит или который? Помогите, блядь! Долго так планируешь сидеть, если все же не дадут, что делать-то? Ну ничего, ладно, чилить пойду. сидим, музыку слушаем. Сталми, спасибо за соточку. Спасибо огромное. Посижу еще часик и пойду чилить, если не дадут. Дед там ранее был. А какой там дед был, я чуть не помню. Не знаю, Бир, не проверял. Они были киборги. Они заполонили всю планету. Они киборги. Они киборги заполонили всю планету. А, ну второй аккаунт, он же минимальный, там не будет арены, да?
Выйди и зайди в комнату. Ой. Может, на улицу выйти, еще обратно зайти. Траву потрогать под снегом. Может, поможет, да? Выйди, зайди нормально. Да. Нет, Дред, переустановка лаунчера не поможет никак. Блин, нафига мне кнопка купить? Мне кнопка скачать нужна или играть? Что там, какая кнопка будет? Ну, да кнопка. Так она у тебя и будет кнопка. Тебе же не надо доступ никакой. Тебе просто игру надо купить. Если я сейчас куплю новый аккаунт, у меня тоже будет кнопка купить арену. А что так реагируешь-то сразу? Что ты боишься-то? Господи, да что тут бояться-то? Голубчик мой. Ты в компьютерные игры играл? В Дискорде модератор подтвердил, что это баг. Так я знаю, что это баг. Это баг или сервера. Вы же какие-то советы дурацкие даете нон-стопом уже целый час.
Даже Клава Кока получила доступ к арене. Тебе весело, а мне нет. Отдохни поки, тому що я піду спати. Ну а з 3 часов ми почнемо по-новому. Бешеный бык. Му, 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 сука, бля, му. Вачман, нигде это рекомендации с Яндекс.Музыки просто играют. Оффей с позором. Сейчас чуть подождем еще и офнем с позором. Чисто стрим для пепек. Кому не дали. Кринж, продюсер, спасибо. Кому не дали, да. Мне кажется, можно вот так дрочить, просто вот эта фигня, она же типа обновляется якобы. Наверное. Какой же кайф ждать неделю и потом еще ждать. Ага. Кайф нереальный просто.
Все, желание отбили играть. Но я уже, честно, тоже задолбался. У меня уже нету какого-то желания прям жестко врываться. Сколько жду, не знаю, больше часа уже. Часа 2, наверное, уже. Канобис, да успокойся своим письмом и не капси, пожалуйста. Боже, как вы задолбали своими советами уже, честно. Я не могу просто... Как же... Что не совет, то просто кринж-парад какой-то. Один совет тупее другого, блин. Перезагрузить подстанцию на районе. Да, это точно поможет. Чё, Мотькину идея? Чё он писал? Да, никакой фильм. На ютубе нельзя фильмы смотреть. Если ты есть Бог, сука, помоги! Отец мой небесный, я заебался! Булсeye, 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 твой подписчик! Булсeye, Булсeye, привет, Булсeye, 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 я люблю тебя! Хасл, здорово. Доступ, не знаю. Ну, письмо пришло на почту, а качается, не качается игра. О, господи, что же у нас все через жопу-то? Может, места на диске нет. Ерема, скачка лаунчера не помогает.
Ребят, Чернобыль это не разруливает. Вон там куча человек в этом в телеге сидят без доступа, в которой Чернобыль сидит, ничего не делает. Да я не хочу, ребят, рейды играть обычные. Эти рейды обычные, надоело уже этих крысов АКшных выпушивать. Цветохламыч. Есть такая фигня. Сейчас, ребят, секунду. Буянов звонил, сказал, сейчас, говорит, подрубит сервачки. Ты неправда говоришь? Да не, честно. Тут. Скоро.
Пара-пам-пам-па-па-пара-пам-пам. Да, у меня G7, чё? Какой герц и какой провод подключен? В смысле, какой? Дисплей-порт и 240 герц максимум, в смысле, какая герцовка стоит? Ай, блин. Оказывается, такие лицемеры на некоторых стримерах. Ржут с вас, что в арену зайти не можете. А потом в чат зайдут к вам и будут лебезить. Фу, бля. Толик, да, мне без разницы. Спасибо, Толик, за донат. Короче, переустановка лаунчера тоже не помогла, чатик. Вы довольны своими советами? Не помогла. Та же самая история. Скоро.
скоро это чисто мем уже, короче, тарковский новый. Скоро будут уже говорить не когда вайп, не завтра, а скоро. Когда вайп? Скоро. Когда патч? Скоро. Либо идти в Тарков, либо чилить. Да я не хочу в Тарков играть. Я сейчас посижу, подожду. Если оно не заработает, я просто забью хер и пойду отдыхать. Че там, на Ютубе уже чатик в города начал играть, походу, или что, я не понял. Что происходит? Влад забомбит. Ну так понятно, что не бомбить. Ладно бы просто игрок, например, но ты как контент-мейкер тоже сидишь, кто-то играет, хайпит, а ты на очке сидишь, лаунчер обновляешь. Понятно, будет гореть с этого. Ну я тут как бы ничего не могу сказать, я могу только сказать BSG, как всегда, в своем репертуаре. Ничего нового просто. Все стабильно. Пять часов, да мы не 5 часов ждем, мы турнир смотрели еще. Я жду только пару часов где-то. И сегодня еще могут дать? Не знаю. Ну, доступ как бы дали, просто вот тупит лаунчер и не может игра скачаться. Я не знаю, что тебе ответить. Мне просто не хочется отвечать на твои сообщения. Ты 50 раз написал, ты играть будешь сегодня, ты будешь сегодня играть, ты будешь сегодня играть. Пошел нахуй. Я сам собираюсь, блядь, сегодня поиграть. Знаешь, когда я буду играть, блядь? Знаешь, сказать тебе, блядь? Сказать тебе, когда я буду играть? Вот, блядь, написано нахуй! Вот, блядь, я буду играть когда! Вот, сюда смотри внимательно, блядь! Вот на эту кнопку, блядь, смотри! Если непонятно, блядь, пошел нахуй! 50 раз, блядь, надрочил сообщений. Ты будешь играть, блядь, сегодня? Ты будешь играть сегодня? Ты будешь играть сегодня, блядь? Иди нахуй сам поиграй, блядь! Я сам хочу поиграть, блядь. Блядь, не беси меня, сука. Я не знаю. Чатика, вы будете играть сегодня, нет? Или так и будете сидеть, пыриться в чате на лаунчер?
Спроси у Влада, когда он будет играть. Скоро. Блин, я кое-что хочу сделать. Сейчас, чатик. Па-па-па-пам. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та. Блин, что-то оно бледное такое, а почему так? Блин, как будто бы надо по-другому-то сделать сейчас. Брат, сколько надо задонатить, чтобы ты спросил у Влада? Да нисколько. Зачем человека беспокоить? У него и так жопа горит, ребят. Хичкок, спасибо большое. Так, сейчас сделаю чат, подождите. О, огонь. Скоро. Свое актуальное разрешение можешь подсказать, настраивал, сбросилось, которое 2К 16:10, пожалуйста. Я в 2К сейчас играю 16:9, а разрешение... Какое оно было-то? 2304 на 1440. Скини обои. Так это не обои, это маленькая вот такая картинка просто. Я заскринил с лаунчера кнопку эту и... Когда обои ставишь, выбираешь замостить, и он маленькими этими картинками весь экран закрывает. Анимацию на каждую типа грузит.
Растянуть одну. Да там стрёмно смотрится, если на весь экран ее растягивать. В письме есть ссылка на скачать лаунчер, есть. Только это не помогает, если что. В том и прикол, что стрёмно будет смотреться. Да не, растянутое оно прикольней. Фу, точнее... Стрёмно же смотрится, она вся мутная какая-то, нет? Еще и непропорциональная. Норм? Можно сделать ее тогда, типа... Чтобы она по краям растянулась, а вверх не растягивалась, чтобы пропорции не нарушались. Это надо сделать... по размеру, по-моему. Нет, не по размеру, подожди. По центру. По центру она будет маленькая. Расширение это на все. А, заполнение, наверное. Нет. Или да? Нет. Блин, что-то я не понял, а как? А, ну вот, по идее, по размеру, да? Или нет? Фигня какая-то получается. Тут вот так показано, а на самом деле по-другому как-то. А, пускай так будет. Топовые обои. О, нормально. Да, охуенно. Во сколько запуск обещают? Скоро. Артурчик, пришло. Если бы мне письмо не пришло, я бы не долбился тут, не сидел. А пошел бы спать уже нахрен просто. Говорят, теперь письмо егерю надо передать. Здорово, старый. У тебя что, арена есть, нет? Нет, говорит. Почему?
Обычным смертным? Да нет, вроде дали. Много кто вроде писал, что дали. Ну, не стримерам именно. Второй ак? Нет, второй ак там белый ник, туда ничего не дадут. Там нету арены на том аккаунте. Там же не йодка. Когда следующая волна будет? Скоро, брат. Угу. Так я говорю, это новый мем уже. Сейчас будут говорить не завтра, а скоро просто. Ежик, не хочу, зачем мне кого-то смотреть? Я поиграть хочу. Вас же никто не держит. Ну, типа, идите, посмотрите. Ну там геймплей примерно такой же, как и стрим лаунчер. Да я думаю, поинтересней. Не настолько, наверное, плохо все. Какого года Тарков куплен? Это не решает вообще, брат. Типа, играют челы, которые в Тарков толком не играли даже. Помимо тебя, Влада и Майкича, есть кого еще арена кинула? Ну, Фатратыч вроде сидит, пердит тоже без арены. Да, много кто пердит на самом деле. Ну, из знакомых, типа, вот Фатратыч, Влад, Макич. Клозу даже дали, который забил хер на Тарков уже давным-давно. Севен играет, Визаут играет, Енот играет, Фатрат. Это не смертельно. Нифига. Больно? Привыкай. А, Фатрат уже тоже играет. Или что это? Не, он в какое-то говно играет. А как заюзать? Купить аптечку. Я ее купил уже. Он в какую-то мобильную арену брейкаут зашел или что? Тарков. Фатратыч какой-то кал играет. Блин, когда ты думаешь быстрее, чем игра, это очень чревато. Инсек играет, Аксель играет. Завтра в час у всех. Ту-д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 у.
Как не квадраты пишется? Через четверки. Вместо... Так жалко смотреть на, что с ним стало, тоже пришло письмо и не дают скачать. Так жалко смотреть на папку, что с ним стало, тоже пришло письмо, не дают скачать. Коммерс, а при чем тут папк, не понял? Ты так резко что-то с папкой и на письмо переключился. Спасибо за донат. Что, не стримит? Не знаю, не хочет. Кто не боится говорить правду про тарков, тех и заскамили. Спасибо, Крампус. Да не, это, я думаю, тут ни при чем. От того, что они так скамят, я же все равно рано или поздно зайду на арену, а мое как бы отношение к ним от этого не улучшится, а только ухудшится. То есть, ну, это бессмысленно так делать. В натуре надо кэш почистить. Чистить кэш. Все сейчас заработает. Лаунчер переустанавливал, только это ничего не дает, как и предполагалось. Как тебе арена? Вообще огонь просто. Советую. Бегом бегите, покупайте за 1300 обязательно. Имба просто. Здорово, Булс. Ой, Мэтт Кэтыч, здорово, здорово, братик. Спасибо тебе огромное, бро, спасибо. Как говорится, тут теплее стало. Спасибо, братик. Буянов скамит, хоть ты поддержал. Спасибо тебе огромное, братиш. Спасибо, как всегда, рад тебя видеть. От души. Та-та-ра-та-та-та. Чат ебанька. Булсу дали доступ, а скачать не дали. Спасибо, Крампус. Да я уже посмотрел, Фотратыч, в какую-то аренку играешь, шикарную. Как избавиться от токсина?
Скоро само пройдет, брат. Проверенная инфа. Завтра вторая волна, даже для тех, кому пришло письмо. Они тоже начнут заходить с next волной. Хорошо. Не, ну я еще, у меня еще чуть-чуть есть запал. Я чуть-чуть еще посижу, подожду. Не знаю, ну так, полчасика может. И пойду чилить. Блин, ну, так на хайпе вначале просто все зашли посмотреть и все. Arena before. Клип у Влада смотрели, да? Что-то трек какой-то не очень играет. Что за индийские танцы? Это разработчики Таркова вокруг серверов арены прыгают с бубнами, чтобы игра заработала. Ребят, я хочу играть в Тарков. Я эту парашу 8000 часов играю уже 4 года. Я хочу поиграть в арену нахрен. Я не хочу играть в Тарков. Я хотел сегодня поиграть в арену, вот эту сраную. VPN, да, пробовал. Я слышал, скоро это получится. Да. Скоро.
Так а училить? Да я не хочу спать. То есть тоже все дырявое, как на Лексусе. Киберспорт. Почему без звука клип? Помните это место? Ну вот запомните это место. О, неплохо. Герцер, забань нахуй этого долбоеба. Ожидайте в ближайшее... Ожидайте. ВЗ я не буду мейнить, она мне не нравится. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Не стоит 1300, а сколько оно стоит? 1300 плюс комиссия, наверное. Привет, можешь подсказать свои реки в Яндекс.Музыке? Ты служишь по жанрам или настроению в музыке? Просто прикольные треки играют. Хочу такие же реки. Прикольные треки? Спасибо. Ну, это именно играет по селдвеллеру. Типа там же есть волна по исполнителям или по треку, вот по селдвеллеру просто играет. Дан Пола, то, что сейчас играет. 1300 плюс комиссия равно 2К, понял. War Thunder.
Как тебе инерция тарков арены? Вообще офигенно. Очень нравится. Давай, блин, вот еще. Как 11-я винда? Нормально, так же, как и 10-ка. Ого, какие-то затупы какие-то пошли. Что происходит? Неужели скоро наступило, чат? Лаунчер сломался. Бан. Здорово, а чья Макич уже катает? Макич, насколько я знаю, он не катает, а тоже другие стримы просто смотрит. Ну, насколько я знаю. Доломали. Спасибо, Дон. Макич катает, да. То, что у него две вебки на экране, это тебя никак... То, что у него левый чел какой-то на вебке, это тебя никак не насторожило, да, Дон? Все, сломался лаунчер, нахрен. Скоро. Появилась инфа, арена скоро будет. Привет, ворожка, а от кого инфа появилась? У меня тоже инфа есть, говорят, скоро будет. Свежая, причем вот только что получил инфу. Инфа от лаунчера, скоро. Да не хочу я, ребят, в Тарков играть. А у Влада уже рекурсия? Что такое рекурсия, я не шарю.
Бус, кого нужно спросить, что появился стикер скоро? Скоро появится, я думаю. Меня уже энергетосы отпускают, я точно скоро спать пойду. С этой ареной. Па-па-па-па-па-пап. Стикер скоро будет, да. Анимированный желательно, со спиннером крутящимся. О, надо сделать реально. Крутящийся спиннер, и там скоро написано. Или надпись скоро, как спиннер по кругу так крутится. Нормальная тема. Чекай, появилась скачка. Да, брат, скоро появится. Ты вот так 6 часов сидишь? Нет, конечно, мы турик смотрели. Ну там у них все просто 3-2-2, турик не по плану прошел. Там Virtus.a должны были выиграть. У них даже экран был готов, что Virtus Pro win, типа. А выиграли ГЛ, и все, короче, по борде пошло. Все залагало нахрен, и арена сдохла, и ничего не работает. Во всем Легион виноват, да? Чипок, да не хочу никуда заходить, отстаньте от меня. Хотите, зайдите сами и посмотрите, если кому-то надо. Я хочу смотреть на свои шикарные обои скоро и тыкаться в лаунчер. Это все, что я хочу. Ставьте меня в покое. Ту-ту, ту-ту-ту.
Это не те типы поют, которые в НФС пели Underground. Ну, не знаю, это Disturbed. Не знаю, там были они. У них песня в Most Wanted была у Disturbed'ов. А в Underground не было, по-моему. Можно же мерч с надписью «Скоро» выпускать, да? Спасибо, тоже негодуешь, что иди сюда, иди. Иди ты хоть в чатик повесели. Буянов арену зажал, хоть ты дай арену, Симбик. Все? Все, сиди. Не хочет. Ну все, иди тогда, не тряси тут шерстью своей. А вот и еще тут держись. Пойду еще курну я скоро. О, дядь Паша, спасибо тебе огромное, спасибо. Пойду еще курну я скоро. Давай, дядь Паша, спасибо уважаемому большое. дяде Свину Буянову, что подарил мне двухстволку в новейшем мега-шутере века Escape from Tarkov Arena. И я считаю, что я не зря отдал четверть зарплаты своего учителя на полное издание игры. Всему чату любви и больше двухстволок против мутантов. Плейт, не надо, не Хикашек и надо. калашей. Люблю. Не надо никого оскорблять. Спасибо за донат. Кшак такой, когда? Та-та-та-та. Выпусти ролик на YouTube с подписью «Первое впечатление от арены», где ты будешь просто 2 часа сидеть и ждать ее. Пушистому на вкус ниху. Дим, тебе терпение. Спасибо, Александр, спасибо. Нормальная, кстати, тема. 10... Еще нарезать это, 10-часовую версию чисто сделать, как я лаунчер перезапускаю постоянно. И на фон этот трек поставить у Цоя, который «Я сижу, я сижу, я сижу, я сижу». Разложи пасьянс, покурили. Спасибо, дядя Паш. Да не хочу я, ребят, ничего делать, мне так впадло просто. Спасибо, бро, держи кулачок. Чё-то ты быстро покурил, дядя Паш. Спасибо большое. Бак-пак. Бак-пак. А там Фуртар уже в арену играет. Почти. Да я видел, в какую он арену играет. Здорово, Скригыч. Спасибо. Спасибо, братуха. Дима, вижу БСГ в своем репертуаре. Мне вот письмо не пришло даже, хотя и куплен давно, или там не всем приходит инвайт. Ну, да хрен его знает. Я не знаю, брат, кому что приходит. Там все через жопу, как обычно. Я не знаю, как это работает. Спасибо, Тэбджей, спасибо.
А где значок капы? Где стандартные значки? Блин, я включил тут эти смайлики Better TTV, теперь хрен найдешь смайлики нужны. Где капа? Кепо. Позорище, позорище, блядь. Хукер на позорище играет. Да что бывает? Это что, растерялся? Ну что там, скоро? Нет, так... Бул, в смысле? Скоро? Написано же скоро. Я вообще в паб пошел уже играть. Мне челлендж предложили, я пошел денежку хоть заработаю, если заработаю. Ну это, блядь, скоро. Скоро, ёпта. Булс, ты тут? Что он в этой игре не будет токсиком. Что Маза не будет в этой игре токсиком, говорит. Вот. Если посмотреть его стрим, то есть они играли 6-0, он такой, ну, такой добрый, там, все, там, ну, типа 6-0, да я буду нормально в этой игре. Они сейчас въебали, и типа градус такой чуть-чуть, оп, и типа еще 2 въеба, и как бы Маза изменится. Каждого сделать выигрыш, нифига себе жесть. Добрейших вам вечеров! Санитайзер, Кисман. Project KD87A. Еще НТ. Челики тоже опять так походу. У меня план, ребят, предлагаю их ебать. А, это пати, да, ребят? Это Люция пати. А мы с пистолетом вдвоем. Вот ты сейчас включил стрим какого-то челика. У него звание Шака. Я так понимаю, разработчикам очень понравился сериал «Слово пацана». Биткоин на асфальте, они решили потроллить игроков званиями. Не знаю. Не знаю, братан. Кто там шакал, кто не шакал. У меня скоро просто, понимаешь? Один на лонге слышу только. Нифига там ребята какие-то заряженные. Я газ занял. Я зеленый кон большим контейнером был. Что-то там скоро горит. Дима, я скоро. Дима, скоро. Все нормально. Я в процессе. Скоро. Охуенный рабочий стол. Тоже такой хочу. На лонге слышу. Погоди, на бусте, по-моему, чел. Скоро. На лонге один. Либо под бустом. Двое лонг. По мне кто стреляет? Это я по тебе перестреляю. После одного. А, вижу его. Симпалс у меня пикнул. Скоро. Двое на лонге, короче. Норм стрим. Стрим вообще огонь, брат. Я зеленый кон. Мы синий, если что. Пока катку не отыграешь, не раз... Да я не знаю, я уже не хочу играть. За мной бежит. Чувак, уже 10 часов стрима, я типа, я уже поплыл. Мне уже тупо не кайф. Враг на той стороне. Один на наш респе, лоучпи. Они двое, они вместе, зеленый кон. Почему челик-стример с 22 челов стримит арену играет? Ну это такая, видишь, модель продвижения арены от Буянова, чтобы больше хайпа было. Челы с 3000 сидят, лаунчер дрочат, а ноунеймы играют. Это чтобы игра на хайпе была просто, понимаешь? Сколько там на ютубе-то онлайн? Там ютуб еще спать не ушел. 700 человек осталось. Да, слушай, ник вообще топовый, да. Андрюха, клатчмейн. Ну ладно, не 3000, 2500. Я говорил, что я на сайт выхожу. Я не слышал,
я не слышал. Я видел, да, таймер, но не было инфы, у меня то, что он захватывает. У меня не было инфы. Потому что У меня не было инфы. Я такой, на бусте, У него таймер горит, но мне было похуй на этот таймер. Я видел, что ты захватываешь, но мне было похуй на то, что ты захватываешь, потому что ты не сказал, что ты идешь захватывать. Вот так вот у них общение происходит, видишь, в команде киберспортивных игр. БСГ просто забыли свои истоки. Им вместо скорой надо написать «Завтра», чтобы ты каждый день заходил в лаунчер, у тебя было написано «Завтра». И ты так никогда до них не докопаешься. Ведь тебе ясно сказали, когда ты сможешь поиграть. Кто тебе сказал? Завтра. Ту-ру-ту. Один лонг. Дима, ты знаешь эмпатию или Арвин 93? Если будете стаком шпилить, как думаешь, сыграетесь с ними? А то если судить по остальным пачкам, игроки уже разбрелись по стакам. Ну и хорошо. Да, брат, какие стаки, я тебя умоляю. Челы зайти в игру не могут, какие стаки, я тебя умоляю. Просто типы собрались, чтобы поиграть, и все, какие стаки, о чем ты говоришь? Я справа от тебя, кто сидит под лестницей. У меня нет ног. Я лонг сижу максимально вправо в ящиках. Блядь. Да что ты, блядь? Я же говорю, ты же под лестницей сидишь, говорю, справа от тебя. Нет? Блядь, они все друг по другу хуярят. Какой лонг идет? Жесть. Вы там стволами разучились пользоваться? эта помойка заработает. Будешь спецписоты гонять? Не знаю. Ты можешь прямо сейчас присоединяться. Открывай лаунчер и закрывай его туда-сюда, чтобы веселее было. Наша респан. Плюс-минус. Он один? Да. Да, он один. Па-па-па. Меня убили из нашего респада. Меня убили из нашего склада, говорит. Не попадает. Челы чисто по друг другу тулят. Ребята играют намного активнее и круче, чем в Таркове. В Таркове вообще, блин, никто не играет. Нихуя пуш. Мечки, блин, не пускают меня. Да я понимаю, почему это. Потому что я слишком хорош. А я слишком хорош. Смотрите, я вам рассказываю, почему так. Я вам рассказываю, почему меня не пускают. Вот, рассказываю вам вот чисто, честно, как оно есть на самом деле. Ёлка стоит в углу, брат. Я в Тарков давно не играл. И если человек, который вообще не играл в Тарков, зайдет и будет разъебывать тарковчан, ну, им будет очень обидно. Поэтому они специально дают фору своим пацанам, чтобы потом, ну, не было такого, что вот я сейчас зайду, быстро всем, так сказать, клыки пообламываю, еще и вкачаю себе пресеты, ну и потом буду господствовать. Вот. Они специально сделали так, чтобы такого не произошло, поэтому я сейчас без доступа. Ну, ребят, ну, как хотите, вот такая правда. Вот такая правда. Как хотите, вот думаете. Вот такая правда. Вот она такая. Истину, конечно, глаголю. Вот такая правда. Блин. Ну, чел вообще не топал, мне такое не нравится. А Булсы из-за того, что мы кореша. Да, Булсы из-за того, что мы кореша. Эх, отлетаешь. Да он не двигался, блин, камень какой-то. Они просто боятся твоего скилла и не дают... Да, не дают доступ. Можно вообще в Тарков не играть, кстати. Ой, не Нойл. Там Тарков, вот арена, вот сегодня. Ты появляешься друг напротив друга, и вы сражаетесь. Там нет того, что тебя отпугнуло. Что-то там ходить, лутать. Но хиляться иногда тоже надо. Но там совсем чуть-чуть.
Можно не хиляться. Но не Нойл, на самом деле, я не думал, что он настолько консервативный в плане игр. И, честно говоря, что у него настолько дерьмовый вкус. Как по теку, да пофиг, разберутся. Вот такое, что вот он играет в PUBG, а дальше из того, что он мне предлагал, только одно говно. Ну, объективно, предлагал мне с ним поиграть только в говно из жопы, а когда я ему нормальную игру предлагаю, он почему-то отфукивается. Вечер Вот, добрый. не знаю, почему так, Все вот такой он пропустил человек. равно. Как там, Экплентыч, здорово. Будешь еще стримить или уже чилист собираешься? Экплентыч, надеюсь, ты рофлишь? Или ты серьезно все пропустил? Арена вообще огонь, брат, мне очень понравилось. Туда норм игра была? Да, норм. И она норм игра была, и Dark and Darker норм игра была, и Finals норм игра. Ну, я тебе очень много норм игр предложил. А ты мне во что предлагал? В GTA Online поиграть? Ну, блядь, извини, пожалуйста. Тарка говорит, как это два сосущихся мужика на фоне снега после боярышника. Чё, к чему еще? Спасибо за сотку. Спасибо большое. Да чего уж, сорян. Это же не ты там сидел. Человека вкуса, говорит, на полгода в блядских подземельях потерялся. Я в этих блядских подземельях в турнире топ-1 занял. Я, ебать, гордость региона, нахуй. В Европе, блядь, уже в полуфинале вся Европа отлетела. Мы единственные, кто из Европы остался. С америкосами в финале махались. И первое место у них выдрали. Причем еще с таким отрывом, что они вообще в ахуе там сидели. Так что заткнись, заткнись. Ты должен приходить и хвалить меня за то, что я, блядь, честь региона отстоял. Привет, у тебя лучший обзор на арену. Спасибо, бро, спасибо, обращайся. Держи кулачок, Честь здорово. ухтовчан. Да, ухтинцы, правильно говорит. Ухтинцы вообще гордятся, так чемпион такой вышел. Спасибо, Калибри. Стал. Я ЧСВ стал. Что ж. Что тебе предлагают сменить название стрима? Да я не хочу ничего менять, мне пофиг. Кстати, уже я вообще. не знаю, совпадение у тебя или нет, но Pudge228 это очень запятнанный ник в PUBG. Это очень запятнанный никнейм. Я же просто офну и чилить пойду скоро, вот и все. И не надо никакое название менять. Так это он и есть, бля? Да ладно. Pudge228 это ты? На дебе, чтобы не спал. Что с ним было, я уже забыл. Ну, это хуесосина читы продавала. И с читами играл на турнирах. Ну, типа, примерно вот что с ним было. Я не знаю, он-то или не он, но я в бан его нахуй откидываю. Он, не он. Поебать. Стоп, рестрим с музыкой. С такими никнеймами, как бы, нормальные люди не ходят все равно. С какой музыкой? Ну, на Твиче музыка играет, да, Написал, на Ютубе нет, на Ютубе авторские права. Я теперь не верю.
Сорян, я если что без рафла. Понял. ну, Да не, знаю, братан, это там у один них из что-то самых все через зашкварных жопу именно опять типов пошло, и PUBG, я так и не играл. Ну, в ру PUBG. Арена скоро, аноним Вот, у скоро, него был брат, скоро. никнейм, Pudge 228. Осталось немножко подождать. Да, и реально, прикинь, вот так себе ник придумаешь какой-нибудь, там, не знаю, поставишь. А потом вот так оказывается. На тебе, чтобы не спал. Так я и так не сплю. Спасибо большое за кес. В 10 раз стало теплее. Благодарю. Спасибочки. Этот чувак все равно меня ЧСВ назвал. За что? За правду? Да ты его за Почему правду два бан. самолета? Да не надо, блин, эти правдорубы, которые, блин, страдают за свою правду. Почему два самолета на карте, я не Слишком понял. много. В чате. Почему два самолета, не понял? Ну, вот так вот на новой карте на Ронда. Не анонимно, с пивом. Спасибо еще за косарь. Еще в 10 раз стало теплее. Очень приятно. Типа сидел ФК в чате, подписку подарили. Вау, благодарю. Это еще что-то с пивом? Слушай, Это, видимо, на новой карте, на этой Ронда, или как она там называется. Димон, не расстраивайся. Да как? Ну там Просто миллиметр лишний над раз башкой, я кто-то бы его обосрался. убил. Просто Но вот, зато чуть-чуть. защитил титул Я игры не знаю, как помойки. вообще хитбокс Держи не зарезал в кулачок. голову. Мы Это должен все был быть равно бросок. Спасибо, сюда заходим не Огнеметыч. ради Таркова. Спасибо, братан. Чат, я протестую. Я протестую. Но у меня есть на пиво еще косарь, так что все норм. Я не протестую. Я не протестую. Чернобыль Лёшка написал, что делает вам доступ. Спасибо большое. Правда, я уже засыпаю. Ладно. И все уже зрители спать ушли, ну ладно. Лучше поздно, чем никогда, правильно? Картинку себя. Ой, не дают поиграть в арену. Вонючки. Больше 2 часов? Так мы же 3 часа уже ждем, если не больше. 3,5 часа мы где-то сидим уже, по-моему. Никто еще не спит, пиво еще есть. Какое пиво? Завтра понедельник. Так оно точно сегодня будет? Не знаю, Александр, скоро, брат. Сэдно, здорово, братиш. Держи кулачок. Спасибо тебе огромное. Отпуск, понял. Даркер сдох? Я не знаю, я не чекал. Мы перестали играть, потому что нас... ну, нам не нравилось, что они не могут в баланс. Все-таки. Пойти, они ничего не хотели делать с магами и... Ну, это очень надоело. Там у них один спел бил через стены и... А так как мы играем... Так ну, письмо-то было, вот в чем прикол. Причем тут... Если письма не было, я бы давно уже охнул. Ну, письмо-то было. Маги очень часто в этом это прикол. абузят. А когда ты добываешь себе лут несколько дней, или там трейдеров напрягаешь, или кто-то напрягается, чтобы тебе вещи затрейдить, или сам вообще на это время тратишь, проебать его, потому что, ну, дурачок какой-то через труп сквозь стену пускает в тебя молнию, ну, это полное очко. Просто, ну, они вообще, типа, раз это можно сделать вручную, выдать эту фигню, почему они изначально этого не дают? Других вариантов нет. 3 инвалида с аудиторией в 150 челов уже вовсю шпилят.
Мы сидим молимся, когда Улс залетит ломать щеки. Кубу, спасибо, Кубухек. Больше всего задолбали Типа, дороги, да? если это можно сделать вручную, почему это они сразу не делают? Почему чел с аудиторией с онлайном 5000, когда вот арена уже вышла, пошел хайп, онлайн 5000 был, суммарный. Нафига я, ну, типа, сижу АФК 4 часа жду арену? Почему нельзя это, ну, вручную выдать, если у вас не работает эта херня? Ну, хотя бы популярным ребятам, грубо говоря. Ну, это же бред. Меня это бесило. Если это можно сделать вручную, так сделали бы сразу-то. А я типа играю на любом классе, меня бесит, что маг может через стену ебануть чайником. Так понятно было, что на месяца 2-3 проживет. Да нет, она могла бы и намного дольше жить. Спасибо. Спасибо. Да не за что. Спасибо за косарь. Блин, в 10 раз стало теплее еще. Ну, так это, понимаете, это даже не в моих интересах. Это взаимовыгода. Чем я раньше получу доступ, тем я буду более довольный, буду играть и нахваливать игру, и рекламировать ее, и показывать ребятам. Чем я уже 3 часа просто сижу и негативлю, какие БСГ криворукие, грубо говоря. Ну. Я запеку всех микробов в себя. Это же в их интересах это сделать нормально. Играть не во что. Будет 100 тысяч включим, да. Ну вообще да. Весь Тарков в одном Ну, стриме. как будто бы я могу сказать, что играть не во что. Калибри, А спасибо, ну, спасибо, не то, бро. чтобы совсем ты не играешь в нормальные игры. Даже не пытаешься. Да, скоро. Скоро, пацаны. Ну, если письма не было, то, скорее всего, и не будет, да. Все, Влад офнул уже, короче. Владос наигрался, да. Ну, я, честно, уже тоже наигрался. Я еще сейчас вот до 12 посижу и тоже офну уже нахрен. Так, Роман тоже в арену играет, походу. В офигенную арену. Сука, эти шкреки взяли снайперки, блядь. Начали нас ебать. Не фонтан. Там вроде обновляется на официальном сайте. Там Витязя, например. Ты перезаходил в аккаунт? Есть ли на сайте пометка, что тебе выдали? На сайте есть, письмо пришло. БСГ уже где-то даже официально подтвердили, что это баг какой-то. То, что, ну, у тебя есть доступы все, но игра просто не начинает скачивание в лаунчере. Что это какой-то косяк. БСГ уже писали об этом даже. Сколько время? 12 почти. Это баг-пак получается. Не баг, а баг-пак. Я просто даже вот сейчас мне ее дадут, она еще качаться будет где-то полчаса. Мне уже играть даже неохота, вот серьезно. Я уже задолбался просто сидеть, ждать ее. Авторизуйся в лаунчере и установи его заново. Пумба, спасибо огромное, офигенный совет. Спасибо. Спасибо за донат. Когда общий релиз будет? Не знаю, еще лет через 6. Не, ну в бету-то всех волнами просто запустят. Когда это будет? Я не знаю. Скоро, брат, скоро. Скоро. S-K-O-P-O. C-K-O-P-O. Надо только немножко подождать и пойдешь в Урину играть. Welcome to Urina.
Как только они узнали. Ну да, уже 4 часа решают. Стопудово. Так ты его просто закрываешь, а ты залогинься заново. Я логинился, это не помогает. Я перезагружал комп, я перезагружал лаунчер. Я его переустанавливал. Я все уже делал, ничего не помогает. Пумба. Не надо давать советы, пожалуйста. Спасибо. Ты молился? Вот, кстати, не молился еще. И с бубном не прыгал. Можешь попробовать, да? Да всем насрать просто. То, что Чернобыль говорит, что они решают какую-то проблему. Если бы они это хотели решить, они бы это решили сразу. Могу давать просто деньги, чтобы не так грустно было. Спасибо, Пумбыч, спасибо, держи кулачок. Спасибо, ребят, огромное за поддержку вашу, реально. Спасибо, что смотрите такой унылый стрим по ковырянию лаунчера. Да, еще винду может переустановить, может поможет. Подскажи, пожалуйста, когда тебе дадут поиграть в скоро, извини. Димон, привет. 11.21 в Ютубе наткнулся на твои клипы в Ютубе про пупок. После этого узнал про Твич и скачал его, чтобы лицезреть тебя и твой охренительный контент. Ага. Но по техническим и рабочим причинам не мог постоянно смотреть и оформлять подписку. Но, грубо говоря, уже 3 года, бро. Спасибо, бро, за контент. Николя, у тебя спасибо, братик, держи кулачок. Спасибо, что смотришь. Спасибо от души. Сабдата пробовал удалять профиль Таркова. Причем тут вообще настройки? Причем тут настройки игры вообще? Как это поможет, братан? Как думаешь, сколько людей отпустили играть? И сколько всего аккаунтов в Таркове? Сколько людей пустили играть, сколько всего аккаунтов в Таркове? Откуда я знаю, Пумба? Не знаю. Не знаю, брат. Шел 3023 год, Буллс ждал арену. Спасибо, эгоист. Спасибо. Привет, хорошего стрима. Подскажи, тебе пришло на почту письмо от БСГ? Или ты просто сидишь и думаешь, что скоро тебе дадут доступ, лол? Хэдшотик, письмо пришло. Я уже ничего не думаю, я просто сижу, братан. Вот видишь, уже не зря сижу, соточку с тебя лутанул. С рифмоплета рофлера такого. Так что уже, видишь, не зря сижу, значит. Сижу хлебалом, торгую чисто. И лаунчер перезапускаю. Влад пошел чилить. Да, он еще же турнир с самого начала смотрел. И полуфинал, и как BSG играли там. Он там с обеда уже сидит. Я бы тоже уже офнул. Кобра, спасибо, братиш. За деньги, да? За деньги, да. Перезапускаю лаунчер я. А ты стримче. Спасибо, Пумбыч. Спасибо большое.
Зато в ЛГ дали доступ, он 2 катки сыграл и офнул. Ну и правильно, чё. Ты хоть баки по траве. Байки потрави. Да я не хочу уже травить, брат. Скоро потравлю. Спасибо. Кобра, Привет, спасибо за донатик. Буллсайд. Как дела? Как настрой? Огонь, брат, огонь. Настрой бомба просто. Огнище. Спасибо, бро. И Максим, спасибо за скоро. Решетка скоро. Скоро, брат, скоро. Спасибо, братиш. Так я уже пойду откисну. Я отгорю, навигатор. Если сейчас мне даже дадут доступ, я уже не буду играть, мне уже впадло. Я просто так сижу уже. Блин, Анлука Димон, мне тоже не дали. Но то, что тебе не дали, конечно, шок в шоке. Нака, спасибо, братик. Ладно, Булс, не расстраивайся. Лучше лупа не анекдот. Поржем хоть. XD. О, колобок повесился, Буратино утопился. Спасибо, бро. Спасибо за поддержку. В саппорт? Да, конечно, писал. Да у них, кажется, этот саппорт завален этой херней. Думаете, там куча хомячков им написала. А где моя арена? А где моя арена? А где моя арена? Они там даже не читают это сейчас, мне кажется. Поехали фраза, произнесенная первым космонавтом Земли Юрием Гагариным. «Скоро», — ответил ему Никита Константинович. Скоро. Батюшка, спасибо. Спасибо большое. Если я задоначу 10к, ты пойдешь в пабг? Не, сегодня, брат, не пойду уже. Я уже задолбался просто. Я говорю, я сегодня спал 4 часа. А помнишь, Буллсей, я твой подписчик, Буллсей, я люблю тебя. Эк, спасибо, братан, спасибо. Великий, спасибо за сотку. Скоро, но не точно. Не точно. Норм. Куль делать. Согласен. Согласен. Для пумбы. Летели Николяу, два спасибо. гуса, один на север, другой наверх. Сколько ждать доступа в арену, если яйца уже по 150 рублей? Нормальный анекдот. Скоро ответ на загадку, да. Может, в слова поиграем? Дона, кто со мной? Да не, все, 12 часов, ребят. Арена в тыкву превратилась, сори. Через минуту в тыкву превращается арена. Анлаки, но БСГ так и не смогли. Заебись. Никита, спасибо за донат. Пумба, спасибо за питик. Куда, ребят, вы летите, я не понимаю. Пумба, спасибо еще за питик огромное. Все, прекращайте, я пошел отдыхать. И Кобра, спасибо за полтосик. Спасибо. Escape from скоро. Батюшка, спасибо большое. Все, вот сейчас все, уже видите, куранты бьют уже. Сейчас 0-0 будет. Эщапи фромчкапа. Я, короче, хотел посмотреть «Переводчика», годный фильм. Я тоже смотрел «Переводчика». Ну, он такой, как бы норм, но... Не знаю, как объяснить, типа... Сюжет какой-то такой, знаешь, типа... Слишком, как это объяснить, короткий, что ли, то есть... Он как-то там сильно не развивается, не запутан, ничего, просто там... Пострелялись, чел прячется, он чела спас, все, то есть, ну, как бы такое прям...
Так-то норм, но такой, на разок, типа. 2 по 300. Дима, не переживай. 2 по 300. Лола, спасибо огромное. Спасибо. И Экс, спасибо за соточку. Держите кулачок, ребята. Ладно, все, ребят, все. 0000. Ну-ка, кстати, может, реально там какой-нибудь таймер стоял у них, и оно сейчас запустится в 12 ночи. Правда, в начале, когда он бегал с одним рожком полфильма, это Лола сюжет не по реальному разве? Сюжет, да, по реальным событиям. Не знаю, мне фильмы по реальным событиям вообще не нравятся. Они постоянно... У них постоянно концовка прям скомканная. Вроде снимают норм, а концовка прям вот так просто как обрубили и все. И это все фильмы, которые по реальным сняты. Вот типа переводчик еще более-менее, но все остальные, которые я смотрел по реальным событиям, ну, постоянно тупо заканчиваются. Просто обрубят, тупо закончится, и потом напишут 2 строчки. Тот-то, тот-то там занимается тем по сей день, тот-то, тот-то уже умер там, и все, и вот тебе весь фильм. А как бы прикол фильмов-то, когда там ты смотришь, и в конце развязка какая-нибудь интересная, и ты такой, ва! А тут такого вообще нету, хрень получается. Сериал по Годзилле не смотрел. Тарковский рейд, я смотрел его. Че, ждем? Ничего не ждем. Все, ребята, иду чилить. Спасибо огромное всем за поддержку. С тобой с первого дня и здесь, пока ты дышишь. Булс из 2140-го. Спасибо, Булс. Так, и Кобра. С тобой с первого дня и здесь, пока ты дышишь. Что такое? Скоро, брат, скоро. Спасибо, ребят. Все, давайте, я пошел отдыхать, короче. Завтра, надеюсь, мы в сей шедевр поиграем. БСГ. Спасибо. Арена класс просто. Офигенная. Все, давайте, братцы. Сорян за стримчик такой. Но не всегда все зависит от нас. Я ненавижу слово «скоро». Оно лишь повод для укора. Или как меч у палача, что рубит головой с плеча. Его ты часто говоришь и словом этим только злишь. А скоро стало нереальным, каким-то нематериальным, ускорь его ты, наконец, или тебе придет. Спасибо, бро, спасибо. За донат. Все, ребят, не кидайте донаты, я офую. Спасибо всем, что были на стримчике. Давайте у вас... кто там вообще есть? А бывает, смотришь, а там просто скоро. Скоро, брат, да, скоро. А там чисто скоро. Все, ребят, пошел отдыхать. Спасибо, что были на стримчанском. Злой, спасибо тебе за донатик. Держи кулачок. Спасибо, обнял. Геморрой Булса скоро. Это хорошая была, брат. Спасибо. Скоро, реально. Все, давайте, всех обнял. Завтра, надеюсь, мы поиграем в эту нереально крутую игру. Если нет, то хз, пойдем в Тарков просто играть. Все, давайте, всех обнял. Всем скоро, пацаны. Давайте, до завтра. Всех обнял. Спасибо, что были на стримчике.